Исторический маятник, движитель эпох. Громыхая сменяет их, переполнив морг. Конфликт начался с дружбы. Сраться вы начали задолго до отъезда. Можно не спрашивать даже. А потом поссорились. Жалеешь? Познакомились, потом поссорились. Из-за чего ты поругался с Панюшкиным? Чтоб посраться и посраться. Не посрался? Нет. Лучше бабушки будут мертвые, но наши патриотические. Это был чей фингал? Не оправдывайся. Ты с ней по-прежнему находишься в состоянии конфронтации? Реально каяться не в чем. А ты когда-то пытался разобраться в природе нелюбви к себе? Вот кто меня поймает за это, за 30 лет карьеры, покаюсь перед ним. Это, что называется, Лондон, куда я из своей окраины еду вот час езды, да, поэтому насколько он типичный. Мы знаем, что Лондон весь исламизирован визуально, да, посмотри, как бы вполне такая картинка из российской рекламы, где все белые. Да, мы находимся в средоточии Сити, это офисные работники, но тем не менее представление, да, о том, что здесь будет мечеть Парижской Богоматери, но объективно ложное. Туристское, да, представление, как клево в Лондоне, тут много стритфуда, много вот, потому что дорого людям есть там в кафе, условно говоря. Тут нету бизнес-ланчей как явление, а есть такая штука милдил, не знаешь? В супермаркете, когда на 5 фунтов покупаешь снэк, напиток и мейн, и вот была дискуссия, можно ли мейном считать йогурт, потому что одна из сетей, значит... А мейн – это главное блюдо. Да, но это либо бутерброд, либо салат, либо суши, либо еще что-то такое. Ну вот именно. И вот этим все питаются, милдилом. Ну ты уже лондонградец, лондонец, как ты правильно говоришь? Не, ну, наверное, нет, не лондонградец точно. Лондонград – это Чичваркин, это баня номер 1, это я однажды тоже... видимо, еще остаточно как-то выталкивая из себя московский гламур нулевых, я последствия нападения очень много лечусь у стоматологов, у британских. В какой-то момент возникает недоверие к ним, потому что, ну, конечно, лучше и в России. И, соответственно, через там какие-то знакомства вышел на местного доктора, который из 90-х лечит русских. И пришел к нему, у него золотой портрет Гагарина работы Беляева-Гентовта. Вот, правда, он сказал то же самое, что говорят англичане, но как бы потребность в этом была. И вот от этого Лондонграда я далек объективно. Но... А он существует? Да, конечно, с тех времен, когда на Трафальгарской площади праздновали Масленицу, все вот это, что было и о чем англичане сами вспоминают. На самом деле, некоторые даже с теплотой вполне. И это ушло. Действительно ушло уже на этапе Скрипалей. Я прямо видел людей, которые там, сам русский, но на работу русских не берет, потому что будет репутация русского места, а ему это не надо, скажем так. Даже война не очень повлияла, потому что все прошло раньше. Ну а что касается жизни в Лондоне, тоже, что я не понимал и чего не было в Москве. В Москве вот эти деревни, да, там Тропарева, Никулина, да, давно срослись в одну городскую ткань. А здесь все-таки город, есть его центр, да, там вот мы в Сити, есть Вестминстер, есть Челси какой-нибудь, да, и есть... как бы районы Лондона, которые разделены там промзонами, какими-то парками, больше похожими на леса, развязками, как Третье кольцо. И в итоге ты живешь в своем райончике, у тебя есть хай-стрит, примерно одинаковая везде, с одинаковыми магазинами. Есть люди, которые тебя узнают. Я в рамках района переехал уже 3 года назад. И почтальон, который ко мне ходил раньше, до сих пор, когда мы встречаемся, тепло разговариваем, там, как дела. И мы жители района нашего, а не большого мегаполиса, скажем так. Олег, ты единственный, наверное, человек, который вызывает такое количество противоречий со всех сторон и, в общем, справедливо, наверное, считается своим среди чужих и чужим среди своих на всех сторонах. Тебя увольняли и из «Комсомольской правды», и из «Дождя». Угу. Редкий случай. О том, как сделать успешную карьеру на противоречиях, и о том, как заниматься журналистикой далеко от того места, которое ты изучаешь и которому, в общем, посвящаешь свою жизнь, а также о русском национализме, ярким представителем которого ты являешься, я бы хотела поговорить. Пожалуйста, пожалуйста. Как ты стал националистом?
Да, как-то всегда был. Ну, что такое националист, да? Как бы тот, кто хочет, чтобы твоему народу было хорошо. Я хочу. А кто такой русский националист? Тот хочет, чтобы русским было хорошо. Более Кто того, такие русские? мы, да, как бы... Ну, там, вы, ты скажешь, а у меня кровь, да? Я когда-то там чью-то формулу докрутил до того, что русский тот, кто считает себя русским, и не считает себя никем больше. У меня же нет вопроса, кто такой грузин, да? Кто такой грузин? Ну, мне как раз кажется, что одна из самых главных проблем, важных проблем, с которой, столкнувшись, Путин не решил ее, он так и не объяснил народу своей страны, кто такие русские. Безусловно, потому что люди, которые, безусловно, будучи русскими, начинают тебе сами объяснять, да никаких русских не существует. Окей, хорошо, эти существуют, да, там грузин есть, армянин есть, а ты кто? Окей, тогда ты никто. Ну, довольно трудно описать всех людей, которые живут на территории России, словом «русские». Слово «россияне» вроде как сейчас... Да и нормальное слово тоже россияне, без проблем. Ну, «россияне» говорил Ельцин. Путин перестал его говорить, он говорит «русские». Нет, Путин не говорит русский. Путин не сильно. Путин говорит «ялакец», извини, если уж на то пошло. Да? Вот, нет, вот мы в Великобритании, да, здесь же тоже вот, как бы не опишешь каждого жителя этой страны как англичанина. Нет, ты не делай как депутаты Госдумы, а в Америке. Давай про Россию. Как раз нет, как раз именно, что на вопрос, какие у тебя взгляды, я стал отвечать националист, пожив в Швейцарии, пронаблюдав, да, как бы европейские государства вблизи, и там про Францию уже нет вопроса такого, кто такой француз, хотя, опять же, вот чего не понимают наши люди, смотрите, там арабы бьют витрину, это французы бьют витрину, да, люди, рожденные во Франции, говорящие только по-французски, считающие себя французами без проблем, да, это же не вопрос крови. То есть русские – это те, кто считает себя русским? И не считают больше никем. И не считают больше никем. А кто такие чеченцы? Ты не знаешь, что такие чеченцы? Ну, с точки зрения русского националиста. В смысле, чеченцы – это чеченцы, народ известный героический. Но они не русские. А должны быть русскими? Нет, конечно, чеченцы – это чеченцы. Ну, нет, принято считать, что в России живут русские. В России живут 80% русских вообще-то, да, как бы это статистика. Что за такая статистика? А Татарстан, а Саха, а Удмуртия? Вот 20%, подожди, в Татарстане 100% татар, 50, это окей, 51 последние годы, да, а русских там около 40, по-моему. То есть под рукой нету. Нет, ну как бы русские живут везде, да. И... А как бы ты описал тогда людей, которые живут на территории России? Я говорю, слово «россияне» нормально приемлемые граждане Российской Федерации. А какая у них идентичность? Время показало, что никакая. Этим противоречием, этим недостатком и Путин тоже пользуется. Более того, эту пустоту он заполняет вначале культом Великой Отечественной войны, сейчас Z. Это приводит, может быть, к фатальным последствиям, к деградации точно. Поэтому, если бы после 1991 года, помимо приватизации, там, ваучеризации и всего на свете, кто-нибудь, да, тогда, не обязательно во власти, я не верю в какого-то такого волшебника, да, который бы это сделал, в обществе кто-нибудь бы озаботился насбилдингом буквально, вот буквально сформулировать, да, кто мы такие, чего мы хотим, что нас объединяет на этой земле. Я думаю, было бы иначе. Более того, 91 год, я был не очень взрослый, но все-таки и не младенец, и Литва рядом, у меня папа там работал, и вот что такое национальное государство, национальное пробуждение, распались, да, на 15 государств. Прибалтика, нет сомнений, да, что как бы это 3 государства новых там. Страны Балтии. Страны Балтии, да. Средняя Азия, Закавказье, все дела. Вот даже Украина. Все, у них начался новый отсчет новой жизни. Теперь мы строим свою страну, мы свободные. У нас этого отсчета не было. Более того, если посмотреть там газеты того времени, очень четкий нарратив. Просто вот наша большая страна теперь называется СНГ. Ничего не случилось. Нет такого, что теперь новая Россия без, как бы, там, без этих узбеков пойдет в будущее. Все по-прежнему. Просто нет Горбачева, нету надоевшего всем союзного руководства. Команда олимпийская, постсоветская выступала на Олимпиадах в Альбервилле и в Барселоне под флагом Олимпийского комитета, но российские комментаторы телевизионные называли ее командой СНГ. Как будто бы, да, вот как бы что изменилось? Был Советский Союз, теперь СНГ. Более того, сейчас, я думаю, Путин искренне в это верит. Его картина мира такова. Он неоднократно говорит, когда, значит, мы предоставляли Украине независимость, было поставлено условие ее нейтралитета. Прости, Путин, нет. Мы не представляли Украине независимость. Мы вместе уходили из Советского Союза. Более того, Россия на каком-то этапе уходила... Ты предоставляешь услуги. Нет, это буквально... Услуга независимости. Нет, да, естественно. Это так выглядит с точки зрения... С имперской точки зрения. Опять же, это не роль личности Путина, его особенностей. Это всем нам так было подано. Юридическое наследование России Советскому Союзу. То есть ради передачи там, зарубежной недвижимости, ядерного оружия, долгов, все государства согласились с тем, чтобы вот этот огрызок, который не имел права считать себя наследником Советского Союза. Россию ты Российская Федерация, я имею в виду. Чтобы он
ощутил себя этим наследником, и из этого ощущения, из того, что в голове у всех, вырос 14 год и 22 год. Если бы, вот я с годами стал считать, что правильнее было бы, вот буквально распуская Советский Союз, да, договариваться. Вот есть союзные какие-то бесспорные элементы имущества, Кремль. Тупо делим его на 15 частей, там не знаю, сколько башен. Каждый увозит с собой частичку Кремля? Владеет, да, как бы, ну, вот как кооперативный дом. Вот чтобы не было чувства, да, у последующих российских руководителей, что они отпустили Украину, что они, там, не знаю, там, Прибалтике что-то позволили и так далее. Это очень повредило. Более того, ты же знаешь, да, прекрасно, что единственная постсоветская страна, в которой армия заново не приносила присягу новому государству, это была Россия. То есть, как бы, как советская армия была, так она и осталась. Понятно, что в моменте это было политически полезно, чтобы у людей не было ощущения потери, крушения державы и так далее. Но в итоге это привело действительно к тому, что буквально упустили шанс на национальное строительство, которое, как бы, я в глубине души верю, что он еще может быть реализован, но очень слабо верю. Но в этом еще есть какой-то признак дисфункциональной семьи, когда кого-то назначили старшим без особых на это оснований. Да, это очень существенный вклад внесло в последующие беды. И до сих пор на эту тему никто не рефлексирует. Это большая беда. Не скажешь, по большому счету, что у русских в Советском Союзе не было национальной интеллигенции. У всех была. Интеллигенция и идентичность все-таки это разные вещи. Это обязательное условие. Да? Кто придумывает, кто формулирует, кто, сейчас мне будет стыдно, кто автор музыки гимна Германии, Гайден, допустим, он вначале написал гимн, а потом уже появилось единое германское государство там, лет через 20-30. Да? У нас наша, опять же, центральная интеллигенция, советская интеллигенция, она была как бы, да, общей. Да? Эльдар Рязанов общий, Никита Михалков общий, композитор Шнитке общий. Но при этом во всех остальных 14... Были свои, конечно. Да. Армянин никогда не забывал, что он армянин. Более того, даже в самые суровые годы советской дружбы народов отношения между армянами и азербайджанцами были такие же, как сейчас. Кирзовый сапог советской диктатуры не позволял им друг друга резать, но отношение было вполне четко. И если там читать того же Томаса де Лаала, как Алиев еще тогда, будучи секретарем ЦК, да, заселял сознательно Карабах азербайджанцами, чтобы, соответственно, это не был армянский анклав. Люди в каждой из 14 республик понимали, да, что как бы, да, их земля, их народ, а в РСФСР были какие-то частично зачаточные институты, типа Союза писателей РСФСР, да, Центра в итоге русского национализма, или ВОПИ, конечно, Общество охраны памятников. А всего вот этого не было. Не было Компартии у России, не было Академии наук. И к чему это привело? К тому, что россияне стали считать своей, да, русская, российская Академия наук, вот эту общую академию, и значит, там какой-нибудь радиотелескоп, стоящий в армянских горах, это тоже наш радиотелескоп. И это вот первый шаг к дальнейшему имперскому реваншу. И при этом указания о том, как будут проведены границы и как они потом будут в итоге полыхать, исходили все равно из Москвы. И Россия этим руководила. Я также вполне допускаю, что нарочно эти границы и проводились во имя того, чтобы невозможно было развестись по-человечески, бескровно. Но я тебе скажу так, вот я также и немножко общался с Горбачевым и читал много тех его речей, которые, будучи услышанными в детстве в программе «Время», казались бессмысленными, скучными и утомительными. А в итоге он говорил много важных вещей, часто точных, иногда наоборот. И вот несколько раз в его выступлениях на тему того, что как, если действительно мы вводим механизм выхода из союзных республик, а как быть, да, смешанные браки, да, у нас, оказывается, треть советского населения в смешанных браках, ведь это невозможно разделить. И вполне может быть, что люди тогда исходили из этого, что это невозможно разделить, а оказалось возможно. Братцы дорогие, хотела сказать вам огромное спасибо за то, как прошла моя поездка по Америке и Канаде. Спасибо от всего сердца за эти полные залы, за ваши аплодисменты и за наши объятия. А вы меня не узнали? Я говорю, ну что-то как-то нет. Она говорит, так я же ваша зрительница. Ну а весной увидимся в Европе 10 марта Варшава, 14 мая Цюрих, 15 мая Женева. А в июне будет сразу несколько городов Израиля. Все подробности, расписание на нашем сайте, ну а ссылка на него в описании к этому видео. Спасибо вам огромное. А расскажи про свою семью. Ты из Калининграда? Из Калининграда. Я, кстати, сейчас, когда летела, я подлетала к Лондону.
Я как раз думала о том, что, ну да, наверное, вот Калининград полуостров, Англия, конечно, остров, но все равно рифмуется это Нет, дело. ну совсем Ты остров. вернулся к морю. В плане окружения границами, что тоже вот для Европы, наверное, нонсенс, потому что такое, там, не знаю, бельгийская, нидерландская граница? Ты едешь и не замечаешь, что она есть. Что такое калининградско-литовская граница, причем даже в нормальные годы, до холодной войны, то, что нас называли Дальний Восток. Не есть Куршская коса, более-менее оживленная, да, а есть прямо глухие леса на востоке Калининградской области, за которыми начинается Литва, и вот в этом районе никакой жизни нет. Есть поселок Ясно, при немцах это был небольшой, но город с 3 отелями, там, с какими-то трактирами и так далее. Сейчас там 2 дома, один наполовину разрушен и с выбитыми окнами, во второй половине есть Почта России, и какие-то, как мне объясняли, пьющие контрабандисты там живут. И в этом смысле какая разница, море плещется на месте там, вот, сопредельного государства или Литва, все равно вот туда ты не пройдешь. Поэтому да, у нас островное сознание, оно очень как бы влияет, наверное, на все. И там я... Когда рассказывал москвичам в начале жизни в Москве, что вот я любил ездить в Россию. Что ездить в Россию? Ну, в Россию, да, потому что да, абсолютно стандартная история. А вы называли Кёник или Калининград? Кёник считался дурным тоном. Калининград нормально, Кенигсберг для эстетов. Калик я услышал, уже живя в Москве, узнав об Абангиде, тоже, если знаешь, да, великий наш рэпер, которого я не слышал, живя там. И Калик мне нравится на самом деле, но при этом также это была очень политизированная история, и в зависимости от настроения, причем даже не персонального, а средневзвешенного, общественного, да, в конце 80-х во всех, наверное, областях люди к истокам возвращались. Понятно, что в старые времена там в Торжке это, там, не знаю, купец, который делал пожарские котлеты, да, а старые времена в Кенигсберге это что? И я помню, как опять же там в школе, в местной прессе начиналось понемножку. Вот знаете ли вы, что у нас был Карамзин, проездом оставил главу «Письма русского путешественника». И вот наше прошлое. Потом, значит, какие-то там Кант, естественно, системообразующая фигура, потому что его и в Совке признавали как великого философа-идеалиста. А потом... Могилу-то никуда не сдвинули. Ну, ты знаешь, могилу могли снести, да, мы много могил несуществующих знаем. А потом уже начинаются вот самые сложные моменты, причем колебания как раз часть я застал, часть нет. Агнес Мигель, великая немецкая поэтесса, она действительно писала хорошие стихи, их переводил местный очень крутой мужик, поэт Сэм Симкин, энтузиаст, который вернул из небытия, он добился повешения на доме, где она жила, мемориальной доски. И немножко была неловкая ситуация, она умерла там в 30-е годы или в начале 40-х, она, конечно, была даже буквально членом НСДАП. Она хорошая поэтесса, но член НСДАП, как тут быть? И в 90-е вроде окей, ну была и была, подумаешь, а уже в наше время сейчас в 10-е снесли эту доску, убрали. А для тебя как, окей или не окей? Она вот именно тоже интересна, потому что в бытность свою подростком таким неосоветских взглядов я очень возмущался. Более того, ладно, поэтесса, как говорится, штучный товар. У меня была прямо серия репортажей в местной газете, обличительных, жестких, скандальных на тему того, что чертовы немцы, да, строят у нас кладбище вермахта. Представляете, дорогие товарищи, как же это на земле, политой советской кровью. И причем, вот опять же, за что стыдно может быть в журналистской профессии. Да? Я пишу эту статью, и ну, там, формат «Комсомольской правды» позволял, 2001 год. Пишу, общаюсь с директором этого кладбища, немцем, который по соглашению российско-немецкому все там солидно, да, там наши могилы у них, их могилы у нас. И я пишу, вот я смотрю на этого немца, вроде все правильно говорит, а я мысленно прикидываю, как бы ему пошла нацистская фуражка эсэсовская. И так пишу в газете, да, это выходит, да, и за это мне, в общем, сейчас, наверное, стыдно. А каким твое было детство? Счастливым. Папа сам из Ставропольского края, закончил Московский энергетический институт, устроился в Калининградский аэропорт, уже женившись на маме, она была родом оттуда. Параллельно закончил Киевский авиационный институт, 2 высших образования. К 1983 году он понял, что жизнь говно, как бы, и вот эта советская обывательщина тебя затягивает, и никакой жизни нет, и пошел в среднюю мореходку. И, соответственно, сделался моряком в Калининграде уже на моих глазах. Это сколько ему лет было? Ему было 33, а он стал счастливым моряком. То есть он нашел себя и там потом много-много лет работал. Имея такую извилистую судьбу, он рассудил так, что вот я там к морякам пришел к 33 годам, и вот пускай мой сын не повторяет ошибок, идет моряки сразу. То есть это он за тебя решил? Ну, как решил? Родители могут дать совет, могут дать настоятельный совет. И могут там, сделать предложение, от которого нельзя отказаться. И я с 15 лет учился на моряка, уже будучи глубоко погруженным. Политикой интересовался, и историей, культурой, медиа. И это мне, как считалось, не пригодилось, потому что вот буду моряком. Но
считаю большим своим жизненным успехом, что это преодолел, да, и моряком не стал. Да, это папа, а мама... То есть ты не жалеешь про то, что ты не стал моряком? Нет, я более того, мне прикольно там в разговорах с сухопутными российскими, особенно московскими знакомыми, рассказывать о своих 2 эпизодах опыта практики на Крузенштерне. Я в Англии впервые побывал моряком парусного флота, но не более того. То есть представить себе жизнь, которая на десятилетия вперед расписана на вахты, или там полгода в море, полгода дома, и в море дуреешь, и дома дуреешь. В новогоднюю ночь я из своего стрима обзванивал там разных людей, включая, просто он мне написал, я ему перезвонил, своего одноклассника-сокурсника, который вот сейчас стал капитаном. Папа мой очень сильно фетишизировал, вот ты будешь капитаном, тебя будут называть сэр. Ну, как бы, тут тоже иногда называют сэр. Он мне позвонил, я говорю, как дела? Вот я капитаном стал. Я поздравил, естественно, и действительно круто, и не каждый у нас на курсе стал капитаном в итоге, но я думаю, ну вот его судьба, он к этой должности карабкался там через там, 3-й помощник, 2-й помощник, старший помощник. И моя, там, не сказать, какая-то блистательная, но, по крайней мере, увлекательная карьера. Не думаю, что мы, прожив эту жизнь по-разному, кто-то лучше. Да? Каждый приходит к своему, и я действительно рад, что нашел себя. Я на первом курсе стал анонимно писать колонки в местную газету. Довольно долго никто вокруг меня не знал, что это я пишу. А почему ты под псевдонимом писал? Спасибо Константину Львовичу Эрнсту за то, что он в январе 1998 года по Первому каналу показал канадский фильм «Врубай на всю катушку» «Pump Up the Volume» с музыкой Леонарда Коэна. История про мальчика, значит, который переехал в незнакомый город, он не может себя найти, и он запустил подпольную радиостанцию, и никто не знает, что это он, но при этом в городе он сделался звездой. Правда, в итоге его деятельность приводит там, к самоубийству девушки какой-то. Я подумал, ну окей, радиостанцию построить не могу, и больше люблю писать. И вот давай я напишу статью на тему того, что бездуховность, не знаю, капитализм и все такое зло. Отправлю в местную газету. Написал, подписался выдуманной фамилией, напечатали тут же на полосу, и пошли письма, редакция мне их передавала, и в других местных газетах были какие-то ответы мне, вот посмотрите, какие фашисты, да, живут в нашем городе. И мне это дико нравилось, дико перло. Мама. Мама, она как раз из калининградской семьи. Ее папа, мой дедушка, был военный переводчик. То есть как раз тоже сейчас вот идут разговоры о том, как Путин будет поощрять ветеранов войны. Мой дедушка вот этот не воевал, учился всю войну в ВИА, не успел и служил уже в Австрии потом после войны. Но его вот на моих глазах приравняли к ветерану Отечественной войны. Интересно, сколько сейчас таких приравненных людей. И моя бабушка, соответственно, его жена филолог, французский язык у нее был, и они вместе работали в разведке Балтийского флота. Не знаю, что делали, но по рассказам бабушки слушали радиоперехваты, переводили, как бы, ну, никакой особенной романтики, но типа формально это ГРУ. Мама закончила Калининградский биофак и последние 30 лет до пенсии работала иммуногематологом в местном роддоме. На каком уровне у тебя английский? Я выступал публично, я сдавал экзамен на ПМЖ, но он у меня несопоставимо хуже моего русского, естественно, поэтому я дико стесняюсь и акцента, и разговоров на английском, и даже когда у меня в стриме комментарии на английском, я их перевожу и прочитываю по-русски. Русский язык для меня это больше, чем коммуникативное средство, это работа, это жизнь, это контекст, это все на свете. Я писал для New York Times, а моя жена, которая, по сути, native speaker там, с юности в англоязычных компаниях, она предложила мне, что давай я переведу твою статью, чтобы как бы они ее быстрее взяли. И в итоге они не приняли ее перевод, заказали профессору какому-то, но просто я тоже понимаю, что даже если я достигну уровня языка своей жены, я не смогу писать по-английски. А если так, то надо держаться за русский. А в этой связи как ты себе представляешь свое будущее? Довольно мрачно, потому что вот тоже буквально вчера в Твиттере почему-то всплыла моя 10-летней давности цитата про закрытие ленты.ру, где главный был посыл, что не нужно себе льстить, это не удар по журналистике, а удар по конкретным людям, там Галя Тимченко, Илья Азар, все вот это, а журналистика все в порядке, да, она на Первом канале, она в ТАСС, она в «Комсомольской правде», Путин построил свою журналистику, она уже есть, и кто от нее отпадает, ну окей, там, что с нами будет? Журналистика ли это? А какая разница, то, что происходит в России, то, что там, окей, ограничено всевозможными цензурными требованиями и так далее, но это оно. Журналистика, которая подпольная, эмигрантская, протестная, там, требующая какого-то усилия, в том числе риска со стороны аудитории, это немножко другая история. Но я понимаю, что эта история конечная. Я уверен, что
никакого другого опыта, кроме того, который был, допустим, у нас в 80-е, не будет. То есть, когда придет свобода, ее будут строить те люди, которые сегодня сидят где-то там на промежуточных звеньях в том же ВГТРК. Условно, Соловьев убежит, сядет в тюрьму, отвалится, а его редакторы будут такими же редакторами новых свободных программ, где будут спорить деколонизаторы. И это нормально, как основатель «Коммерсанта» Яковлев работал в «Работнице», да, а хроника текущих событий на журналистику постсоветскую не повлияла просто никак. Ты спрашивала про меня лично, я отдаю себе отчет, что и моя история журналистская, профессиональная, конечная, она уже как бы есть такой свет погасшей звезды, погасшей принадлежности к той журналистике, в которой я занимался в России. Я понимаю, что однажды она кончится, и фаталистически думаю, там, опять же, мой дедушка военный переводчик, реально у него все 90-е был лейтмотив «Бог даст день, Бог даст пищу», и Бог давал. И я исхожу из этого тоже, что что-нибудь найду. Но пока вот как бы я переупаковываю свои колонки последних лет в книги, я очень серьезно к этому отношусь, считаю, что там интернет пропадет, газета пропадет, а книга — это след в истории, и я горжусь тем, что я написал. Поэтому как раз хочу к финишу, да, карьеры, когда уже не будет ни аудитории, ни людей, которые, выбирая между новой, модной московской газетой и мной, конечно, выберут не меня. Хочу к этому моменту прийти, как там, не знаю, автор 10 томов хотя бы, которые можно будет потом переосмысливать, скажем так. Насколько травматичным для тебя был переезд в Москву? Гораздо более травматичным, чем любая миграция за границу. Я же не просто переезжал, там, типа, из серии, там, сегодня дорабатываю неделю рабочую в Калининграде, в понедельник выхожу на работу в Москве. Я планировал выйти в понедельник на работу в Москве, но газета, куда я ехал, газета «Консерватор», ровно в тот же понедельник и прекратила существование, а я не решался рассказать своим местным друзьям, что, вы знаете, я собрался от вас уезжать, но, к сожалению, там с работой не заладилось, поэтому я еще подзадержусь в Калининграде, хотя уже там попрощались. Поэтому я поехал просто в никуда, и с одной сумочкой, сейчас я говорю об этом мороз по коже, но сейчас, когда я там какой-то взрослый семейный дядька. А тогда, когда ты можешь жить, не понимая, да, где ты сегодня ночуешь, и что ты будешь делать завтра, и что ты будешь есть завтра. Это не очень долгий был период, по крайней мере, вот 2 месяца я так жил, и это тоже такие приятные воспоминания. То есть были бы эти 2 месяца 2 годами или 3 годами, конечно, это был бы ужас, но я думаю, на самом деле, наблюдая таких же людей, как я, и, к сожалению, вот это действительно такая тоже там, не ошибка выжившего, там вот ты ищешь работу, и тебе говорят, там где-то в кафе «Пироги» на Дмитровке какие-то полузнакомые люди: слушай, а вот у нас в Алексеевке Белгородской области майонезный завод, реально крупнейший холдинг, езжай, там круто, там телевидение, квартиру дадут, и все, кто из Москвы едут, там немедленно женятся. И я понимаю, да, а если бы вот как бы я там был бы в более отчаянном положении, подумал, а что клево, да, но это майонезный завод, и тоже вот кем был бы сейчас. Но у тебя до сих пор осталась вот эта вот неуверенность приезжего по отношению к Москве? Ну да, наверное. Причем я тоже заметил это только здесь. Мне просто тоже повезло на самом деле из-за работы жены. Такая репетиционная эмиграция, 2-летняя командировка ее в Швейцарию. Тогда я чувствовал себя уехавшим из Москвы. А здесь почему-то внезапно я ощутил себя уехавшим из Калининграда. И Москва была только 10 годами по дороге из Калининграда в Лондон. Это поражает. Но та неуверенность, о которой ты говоришь, она понятна. Она не про стены, там, не про Москву-реку, не про что. Она, конечно, про людей. В твоих интервью очень часто повторяется, с одной стороны, неуважение, так называемой тусовки, а с другой стороны, как будто бы желание в нее попасть. Я понимаю, я думаю, неуместно повторялось. Здесь вот тоже есть такое уже не молодежное слово, наверное, но тем не менее относительно меня оно молодежное. Попустился. В Лондоне я попустился, понимая, да, что все давно сложившиеся среды общества ровно такие, никакой беды в этом нет. И слава богу, что я даже там в том виде, когда на тебя все косятся, типа, что это за выскочка, слава богу, я в этом виде состоялся, и там на кого-то сердиться, обижаться, что там они к выходцам из каких-то хороших, правильных семей относятся лучше, чем к тебе, смысла нет. Но ради бога, там относятся и относятся. Я ж с другими людьми крестил детей, скажем так. Это комплекс провинциала. Безусловно, он у меня до сих пор есть, но, скажем так, я им уже не пользуюсь, и поводов особенных нет, да, и Москвы, про которую ты говоришь, наверное, нет, она как бы разъехалась, она разъехалась, но Россию и все остальные привычки вывезла с собой.
Ты знаешь, да, я в свое время обожал, хотя она очень нудная, но информативная книгу Романа Гуля «Я унес Россию», и тоже там первый том у него Германия, второй Франция, третий США. У меня сейчас четвертый том Великобритания, но она персонально моя, скажем так, даже с русским Лондоном я, в общем, соприкасаюсь очень опосредованно. Та Россия, которая есть, Москва, которая есть, она уже немножко не в том виде существует в иерархическом, в тусовочном, где тусовка, где тот Жан-Жак, который я помню по 2009 году, нет его. У меня уже сложилось за эти годы та аудитория, в которой я, там, не знаю, как говорят они, дед, там, не знаю, кто угодно, люди, которые ориентированы на меня, и у которых те авторитеты, которых я и пытался и не спровергнуть, и встать с ними в одной ряд, эти имена, там, имя Евгения Марковна Альбаз для моего среднего зрителя-читателя ничего не значит. И как раз... ты с ней по-прежнему находишься в состоянии конфронтации? Ты знаешь, ну я там пару раз в последние даже годы слышал какие-то, опять же, видел ее твиты, где она меня упоминает как какое-то исчадие ада. Я к ней очень нежно отношусь, на самом деле, именно потому, что, во-первых, она существует давно, и жизнь прошла моя во многом там где-то в ее присутствии, начиная с того... Давай без эйджизма. Нет, упаси Боже, до знакомства еще я видел ее по телевизору, как она орала на заместителя генпрокурора Колесникова, как сейчас помню, Владимира Ильича, на тему того, что тот не хочет расследовать убийство Листьева. Потом, да, познакомились, потом поссорились. Но был удивительный период, как раз когда у меня уже был ребенок маленький совсем, и мы недолго жили в Москве. Несколько раз пересекались с взаимно ненавидящей меня Евгения Марковна, и в каких-то заведениях, опять же, куда все ходили. Меня поразило, как она умеет переключаться. То есть, если я один, она скажет, что я там фашист, путинист и по заказу Кремля приписал ей выражение вон из профессии. Когда она видит человека с ребенком, у нее выключается все вот это. Так, срочно выключите музыку в кафе, закройте окно, ребенок простудится. И ты вовлечен в этот вихрь ее такого настоящего хтонического материнства и не можешь к ней относиться плохо. Вот те встречи, когда я был с Нилом моим, мое отношение к ней скорректировали, и сейчас я готов позволить ей говорить что угодно, и обо мне в том числе. Кто должен был быть главредом? Вообще, какая должна была быть редколлегия газеты «Консерватор», в которую ты собирался поступить работать? Там был главред Вячеслав Лейман, если помнишь, да, такой светский парень из Петербурга, у которого был любовный треугольник, он Собчак Волочкова, что в итоге, по-моему, навсегда рассорило как раз Собчака Волочкову. Он был номинальный, очевидно, главред, а реально было два заместителя, Дмитрий Быков, Дмитрий Ольшанский. Редакторами отделов были Егор Холмогоров, будущий идеолог лояльного национализма, а Константин Крылов, идеолог нелояльного национализма. Газета была интересная, как раз на самом деле тоже такая история, которая выходит за пределы там, и моей жизни, и тусовочной даже, потому что все-таки на момент крушения советской власти, да, когда и интернета не было, и, скажем так, медийная инфраструктура оставалась советская. То есть, грубо говоря, да, первая кнопка на телевидении, окей, вчера она была подконтрольна ЦК КПСС, теперь подконтрольна, там, не знаю, Борису Николаевичу, да, какая разница, все равно это первая кнопка, в которой в 9 вечера программа «Время». И не имеет значения, какие ценности она транслирует их по тем же трубам, которые прокладывал Брежнев еще, Лапин. И революцией, конечно, стал интернет в конце 90-х, который вдруг привел в публичное поле людей, не имевших права голоса, вот даже вот в том кривом медийном поле первой половины десятилетия, когда, да, у либералов условных телевидения и большие газеты, у красно-коричневых, да, свой медиауголок с газетой «Завтра» и «Советской Россией», а оказывается, уже выросла молодежь, огрубляя совсем Данила Багров, стихийный патриот, антиамериканец, да, окей, Данила Багров конкретно из кинофильма, он воевал в Чечне и нигде не учился, да, а люди из РГГУ тогдашнего, из гуманитарных факультетов Московского университета, те, кто пил пиво в проекте «Агит», для которых, там, не знаю, бомбежки Югославии были личной потерей, да, там, разочарованием в Западе и так далее, которые понимали, что сложившееся представление о советском прошлом, оно примитивное, основанное на пропаганде и заслуживающее переосмысления в какую угодно сторону. Оттуда пошли и новые монархисты, и новые сталинисты, и кто угодно. Вот эти там молодые люди 70-х годов рождения, которые
в общем, так по большому счету и не состоялись как поколение, да, но они стали лицом интернета. И как раз вот люди типа Крылова, Холмогорова, Ольшанского, конечно, представители этого многоголосия, которое меня тогда и завораживало, и восхищало, и, что важнее, наверное, я там понимал, да, что я смотрю по телевизору «Клуб «Белый попугай», да, где Юрий Никулин рассказывает Ширвинту анекдот. И это какие-то чужие люди с другой планеты. И я захожу в интернет, а там люди там плюс-минус моих лет, моего там круга чтения, да, и системы ценностей. А это, конечно, и окрыляло, да, и позволило к вопросу эмиграции в Москву, как в анекдоте про Санта-Барбару, да, я поеду туда, потому что я там всех знаю. То же самое, ехал в Москву, потому что там всех знал. Вообще, конечно, представить себе площадку, на которой вместе работают Быков и Ольшанский. Конечно, А еще Холмогоров. Если честно, думаю, что сильнее всего об этом не любит вспоминать и жалеет Быков как раз. Весь опыт мой и в Координационном совете, и там каких-то еще кругах вот этих около оппозиционных показывал в прошедшем времени, наверное, в довоенном, что наиболее и терпимые, и гибки к окружающей среде, ну, те люди, там, националисты, коммунисты, которые привыкли, что их все гнобят. И сам факт, да, что с тобой сегодня разговаривает какой-то статусный либерал, тоже вот я говорю статусный либерал, кого я имею в виду? Естественно, там, Крылов сидел на краешке стула в Координационном совете, а там Пархоменко сидел как хозяин. И никуда от этого не деться. А Быков? Ну, Быкова мы знаем, он всегда как бы сидит как Быков. Поэтому объективный факт моей биографии. Между двумя браками, когда я жил в Москве и когда меня дома никто не ждал, это был исторический, видимо, уже в масштабах всей моей жизни, даже если проживу 100 лет, исторический период моих хороших отношений вообще со всеми, кто есть вокруг. Потому что ты ежедневно видишь кучу разных людей, от Быкова, Прилепина до, там, не знаю, Ильи Азара, и даже если вы там в чем-то не сошлись, поругались, завтра вы снова увидитесь, обниметесь и так далее. Когда вопрос человеческих отношений упирается в то, что ты в Риге, я в Лондоне, и поругавшись, мы друг друга баним, то, естественно, как бы вот эти контакты разлетаются просто в пух и прах. Это, конечно, главная проблема, которая меня тяготит. Прошу прощения за глагол, но сраться вы начали задолго до отъезда. Когда ты срешься, там, понимая, что человек рядом, то ты и миришься легче. А вот эта культура срача, она срача. Из интернета, из соцсетей? А я легко допускаю, что какой-нибудь КГБ еще в конце 90-х задавало какие-то настроенческие тренды еще на старых форумах. Тем более и легенда об этом ходила с тех пор. То есть собираются люди, которым весело, хорошо, и вдруг приходит кто-то, кто там, не знаю, матом ругается, обзывается, там, девушек толстыми дразнит, еще что-то, и портится атмосфера. Я понимаю, что я сейчас говорю какую-то дичь, но тем не менее, вот даже сама идея, да, что в интернете норм ругаться матом, она ж не очевидная была. Сейчас с кем-то из этих людей ты общаешься? Ты знаешь, я спустя несколько лет перерыва, который по таким техническим причинам случился, условно говоря, тоже дикая история на самом деле, одновременно вышло 2 интервью Марьи Розановой, да, вдовы Синявского, Быкову и Сергею Шаргунову, где она, причем отвечая, по-моему, буквально на вопрос о Крыме, одному ответила одно, другое другое. Возник спор, срач, чье интервью достовернее. Я выбрал Шаргунова. Быкова это обидело. Потом публично говорил, что Кашин распространяет обо мне клевету, ссылаясь вот на ту тетку, которая говорит, что интервью Шаргунова подлинное. И мы несколько лет не общались. А тут я его позвал к себе на стрим, причем несколько раз звал, он несколько раз отказывался, не о чем с тобой разговаривать. А сейчас как-то, видимо, не знаю, тоже, может быть, что-то пересмотрел. И мы очень хорошо поговорили. Не скажу, помирились, но поговорили хорошо. Поэтому как раз считаю, что с Быковым общаюсь. А так, вот даже не беря какие-то заметные имена, Крылов-то умер, а с остальными я не очень представляю, как можно с Холмогоровым сейчас общаться. Вообще вот тот круг, да, который все-таки, ну там, я с Прилепиным был дружен какое-то время, но сейчас слабо представляю себе, вот даже если, да, вот как бы там условно в одном лифте оказались, а просто о чем говорить и как? Типа, какой клевый был батя Захарченко? Ну, как бы нет. Других тем нет. А какая вот в Захаре Прилепине тема сегодня, кроме войны, Z, ДНР и так далее? Была НБП, да, партия Лимонова, и тоже... Которую ты тоже, в общем, симпатизировал. Дичайше, конечно. Была партия НБП, и в итоге только с годами ты понимаешь, с годами и с войной понимаешь, почему умирающий Лимонов, да, посвятил последние там несколько дней своей жизни писанию яростных постов на тему того, что Захар Прилепин там не писатель, не политик, вообще никто не имеет ко мне отношения и ни в коем случае не имеет права мне наследовать. Если бы этих постов не было, постов буквально написанных умирающим дедом, то я думаю, сейчас бы Прилепин всюду бы размахивал как раз какой-нибудь запиской от Лимонова «Старик, ты гений». Типа... Я думаю, что все-таки Лимонов, уроженец Харькова, не мог Я тоже так думаю,
считаю, да, разумеется. И Что? понятно, что говорить о том, что был бы он жив, он был бы против, это самое такое неприличное занятие. Но реально я не представляю, как что его уроженец идеи Харькова. приведут к тому, что от его имени будут бомбить страну, в которой он родился и вырос. Именно. Кто тебя позвал в «Коммерсант»? Никто не позвал. Проработал 2, наверное, дня редактором отдела культуры газеты «Спецназ России». Успел написать рецензию на сериал «Идиот», раскритиковав его, и погорел на рецензии на роман Гюнтера Грасса «Траектория краба». Потому что я в этой рецензии указал на то, что великий подводник Маринеско бухал, а это оказалась русофобия. И, соответственно, со мной не распрощались буквально на второй день моего присутствия в этой газете. Газета была... Газета «Спецназа». «Спецназ России», да, газета Союза ветеранов «Альфа». Да, я работал в Калининграде, что характерно, в местной франшизе «Комсомольская правда», которая по меркам Калининграда была мега крутая газета. Более того, когда федеральная комсомолка отказалась от субботнего номера, когда уже бумага умирала, вдруг выяснилось, что по всей стране только калининградцы, да, люди, не знаю, европейцы, наверное, вот у них есть запрос на субботнюю бумажную газету. И довольно долго местная редакция сама ее фабриковала как федеральную газету из материалов сайта. То есть, делая вид, что это московская газета, никто, по-моему, про это не знал. Вот. И работая там, я всегда говорил, если ты живешь в Калининграде, только комсомолка. Если в Москве, что угодно, только не комсомолка. Куда мы, естественно, ездили на стажировку, и к которой я относился, в общем, очень скептически. И, значит, после этого спецназа я прикинул, там 100 рублей осталось, условно говоря, сбережений. Вариантов, кроме вот майонезного завода, нету. И побрел в «Комсомольскую правду», где у меня были знакомые, которым я устроился стажером в отдел московских городских новостей. И понимая, как злорадно мои друзья, калининградские коллеги, будут реагировать на то, что вот я со своим пафосом в итоге прибрел в «Комсомольскую правду», я старался делать так, чтобы они об этом не знали. И довольно долго справлялся, там, недели 3. А потом женщина, ответственная за регионы, вдруг увидела меня в коридоре. «Олег, это ты? А что ж ты не заходишь?» Как бы. И немедленно позвонила в коридор. «Представляете, там наш Олег». И все такие ха-ха-ха. Или мне показалось, что все такие ха-ха-ха. Но, в общем, в комсомолке я сказал, там, до завтра всем, да, завтра выйду на работу. И понимаю, что уже не приду никогда. Потому что тебе важно, что тебе говорят люди? Мне важно. Сейчас, естественно, меньше, но как бы, а какой еще критерий, как бы, да, там, твоего присутствия в обществе? Да? Все тебя любят, все тебя презирают, там, смеются, как угодно. Понимал, что не приду. И искать себя пошел, там, не знаю куда, и чтобы вот, знаешь, как вот есть это твоя картина мира, да, понимаешь, самая крутая газета «Коммерсант», и просто чтобы себя успокоить, ну вот туда пробовал и не взяли. Значит, позвонил в справочную, спросил 3 отдела: культуры, политики и общества. С мобильного, сидя на подножии памятника Маяковскому, начал с культуры, хотя уже там позже понял, что я бы не потянул, там какие-то вообще монстры работали. С Ревзиным, условно говоря, в одном кабинете находился, я слов таких не знаю, какими он пишет. Взяли, там нет вакансий. В политике нет вакансий. И, наконец, общество. Снимает трубку некто. Я говорю: а у вас, может быть, есть вакансии? Он говорит: типа, я понятия не имею, я редактор другого отдела, просто здесь нет редактора, поэтому я замещаю, меня все бесит, завтра ухожу, и я тебе скажу, придет новый начальник, он еще будет не в теме, как бы ты приходи, и он тебя возьмет. Сказал мне, как я потом узнал, Иван Богачев, редактор другого отдела, прямая речь. Я приехал на следующий день, и примерно так и вышло. Отдел, который когда-то создавал писатель Кабаков, автор повести «Невозвращенец», и я застал нескольких сотрудников, с которые как-то были им воспитаны, его боготворили, обожали, а я повесть «Невозвращенец» не любил, и заочно к нему тоже относился скептически. Я оказался в их компании, а новому редактору Илье Нагибину был нужен новостной отдел. Так получилось, что единственный новостник с опытом, хоть и калининградским, но реально довольно мощным уже к тому времени, был я. Подожди, но это отдел, из которого в том числе вышли Андрей Колесников. Нет, Андрей Колесников вышел из отдела спецкоров. То есть, как раз это были золотые перья, которые получали $7 тысяч в 90-е годы. Для них ежедневно приносили свежие фрукты, им выдали мобильные телефоны служебные. Это космический отдел, условно говоря. А, там это Панишкин был? Да, это не я. Панишкин был, я был первым соавтором, вернее, моя первая заметка была в соавторстве с Панишкиным, потому что, прямо скажем, он заикается или заикался тогда, и мне было сподручнее звонить по телефону для его гениальной заметки. И как раз, собственно, первый раз моя фамилия в газете вышла как соавтор Панишкина в истории про какую-то акцию Гринписа на тему мусорной политики в Москве. Ну, какая-то ерунда совсем. Злой ты человек. Нет, я с нежностью ко всему этому отношусь. И, кстати говоря, тоже в плане, вот бывают какие-то тексты чужие, которые на тебя повлияли в жизни, да, ну, и как бы ты их помнишь года спустя по какой-то причине. Вторая моя заметка как раз тоже с Панишкиным, и тоже тогда
В Википедии не было еще, наверное, но интернет был. Пользоваться им мэтры, наверное, считали ниже своего достоинства, поэтому умер Юрий Сенкевич, и ресерч по его биографии с помощью Яндекса делал я, а некролог писал Панюшкин, 2 подписи под статьей. И прочитав этот некролог, я прямо чуть не заплакал на финальной фразе, которую помню дословно. Обычно в некрологах пишут, где покойный родился. Юрий Сенкевич родился в городе Чойбалсан в Монголии. Обычно в некрологах не пишут, что покойного жалко. Юрия Сенкевича жалко. Олег Кашин, Валерий Панюшкин. И вот как-то почему-то меня это дико взволновало, и как бы это один из таких кирпичиков, из которых потом сложился автор Кашин. Да. Из моего отдела вышли другие люди, вот Саша Черных, до сих пор остающийся в «Коммерсанте». Хотя фразу, что из-за него не стыдно читать «Коммерсант», мне о себе недавно сказал Андрей Колесников, в смысле о нем, о Колесникове, но я и к Черныху эту формулу применяю. Женя Милова, моя первая жена, довольно долго в этом отделе работала. Юлия Таратута, ныне ведущая на «Дожде». Хорошая была компания, хороший был клуб, прямо скажем. Немножко отпадающий от остального «Коммерсанта», и как бы тоже есть какие-то средства объективного контроля. Новый год, ньюсмейкеры всем журналистам, которые о них пишут, дарят какие-то новогодние подарки. Кому Роснефть дарит там капсулу с нефтью Роснефти, кому там какие-то сельскохозяйственные люди дарят свои овощи, фрукты, кому-то еще что-то. А наш отдел, который к тому времени жестко специализировался на митингах, посадках каких-то, нарушениях прав человека, несчастьях, никто ничего не дарит. Но именно с позиции тех, кому ничего не дарят, мы ходили через Open Space, где сидел деловой блок со своими корпоративными подарками, конечно, смотрели на них свысока, потому что хоть «Коммерсант» и деловая газета, но, грубо говоря, на страшном суде, когда бы ее взвешивали, да, я не думаю, что деятельность отдела потребрынка значила бы больше, чем деятельность отдела общества. Угу. Моя кошка за ними бегает тоже, да. Ну, ты знаешь, да, что серые канадские поели прямо рыжих оригинальных уже в наше время, типа в нулевые Нет, годы. я не знаю. Я вообще не очень люблю белок, если честно. Мы отдыхали где-то в глубинке, и там прямо висят таблички в лесу. Если увидите серую белку, зовите егеря, телефон такой-то, чтобы он ее убил, потому что там еще рыжие остались. А то есть и серые же... Смотри, она так притаилась, она сейчас прыгнет. Угу. Никита, она на тебя прыгнет. Ну, не допрыгнет. Да прыгнет. Это же... Она летяга? Не знаю, не думаю. Ну, она прям смотрит на него так, как будто она собирается на него прыгнуть. Пока мы с тобой готовились, пришло сообщение о том, что владелец канала Дмитрия Маркова ты не сказала, активен. ты сказала. Уже окей. 11 месяцев. Дима умер в один день с Навальным. Все предыдущие несколько лет до смерти Навального у вас с ним был серьезнейший конфликт, связанный с тем, что, сославшись на Тимура Олевского... Ой, нет, ты что, это уже финал конфликта. Это нет. финал конфликта. Да. Как начался конфликт? Конфликт начался с дружбы, которая была действительно, ну, то есть я не могу сказать, что весь период знакомства дружили, но к Болотной подошли прям, ну, там, близкими приятелями, скажем так. Я помню в 2006 году, то, что сейчас невозможно себе представить, как Навальный модерировал твою дискуссию с Шендеровичем в клубе Ну, «Аги». а потом ты модерировала спустя 10 лет, да. Да. Все да. может быть, но найти общий язык с Шендеровичем я не умею. Ну, как выяснилось, ты с Навальным его потерял. Потерял, да, но потерял на самом деле объективно. Мы познакомились, когда он был, ну, там, не сказать мелким, всегда заметным, да, аппаратчиком партии Слушай, «Яблоко». вы все, целое поколение журналистов, в общем, один из ярких представителей которого ты, и целое поколение политиков, один из ярких представителей, и ярчайший, наверное, Навальный, вы все выросли из соцсетей, вы выросли из ЖЖ. Не сказал бы. Как раз Навальный на моих глазах пришел в ЖЖ, и Яшин на моих глазах пришел в ЖЖ. Да, естественно, вышли оттуда, никто не спорит. И дебаты эти были ЖЖшные, да, спорили не Олег Кашин и Виктор Шендерович, а юзер Кашин и юзер Шендерович. И модерировал юзер Навальный. Прямо накануне не Болотной, Чистых прудов, да, вот какое-то было 5 декабря, 4 вечером мы с Навальным ходили. 11-й год. 11-й год на концерт «Аквариума», и, собственно, наступило утро, и наступили эти выборы, которые потом повлекли, да, наверное, всеобщую Это концерт, перемену. который был квартирник большой. Нет, квартирник был лентовский, не помню когда, я с 2 женами своими туда ходил, было смешно. И помню, к Навальному его уже узнавали, подходили люди, говорили, а ты знаешь, что песня «Тайный узбек» на самом деле значит полный пиздец. Но как бы дальнейшее показало, что да, пошла Болотная, пошло все это. Собственно, я был в Координационном совете, как известно, оппозиции. И в какой-то момент, чего я не отследил, и что она сделала неизбежным конфликт, образовался вот этот круг, который в будущем стал фондом борьбы с коррупцией, для которого
Навального. Навальный был уже богом, отцом, кем угодно, всегда правым. Я его помню человеком гораздо более и критичным к себе, и сомневающимся, и каким угодно. И это на моих глазах таяло, но не мешало, опять же, нашим добрым отношениям, когда я еще мог сказать, что вот там это, допустим, ерунда, или там не пойти на русский марш, сказавшись больным, это недостойно политика в 2012 году, например. А если ты узнал бы, что он действительно заболел? Ну, не болел, мы виделись в эти дни, и я видел его здоровым. Уехав в Женеву в 2013 году, выступив на Болотной последний раз с песней «Все идет по плану», простился с Навальным тепло, там, узнав о нашем отъезде, прям видно было, переживал, там, они с Юлей говорили, как же мы. Я приезжал из Женевы в Москву, бывал и на его митингах, и в судах у него, и в Киров мы с Таней вдвоем летали через Стамбул. Было ощущение, что все по-прежнему, а потом в 2015 году мы пришли на абсолютно дежурную проходную передачу на «Эхе Москвы». По поводу выборов в По Костроме. поводу выборов в Костроме, блин. Я, как человек, который всегда, да, к такого рода движухам относился крайне скептически, произнес также свою дежурную речь на тему того, что это бессмысленное занятие, увидел, как это Навального прямо обидело. Окей, человека, который вкладывает в это всю жизнь, всю душу, а Олег говорит, что типа это ерунда. Но когда его это обидело, и, слава богу, да, наш последний в жизни разговор запечатлен на Ютубе, до сих пор, несмотря на уничтожение архивов «Эхо», он доступен. А это прям последний в жизни разговор, больше не А вот разговаривали. сейчас расскажу, значит, дальше. Он начал мне возражать, но возражать не в том смысле, что Олег, ты не прав, говоря вот это, нет. А Олег, ты не прав просто потому, что ты не прав, потому что, возражая мне, ты пытаешься оригинальничать. И вот это обесценивание Послушай, уже подожди, меня обидело, я да. посмотрела этот разговор. Так. Там очевидный эмоциональный конфликт между человеком, который считает политику делом всей своей жизни, и в том числе, ну, как бы больше нет никаких других вариантов, только выборы в Костроме остались, а ты ему говоришь, это все фигня. И не предлагаешь другого выбора. Не совсем, подожди. Человек, считающий политику делом своей жизни, Черчилль, да, который, соответственно, вот считал ее, возглавил консервативную партию, стал премьер-министром, победил Гитлера, потом еще раз вернулся премьер-министром, теперь ему памятники стоят. Мы в 2025 году находимся, Навальный умер в тюрьме Навальный за умер в свои тюрьме. идеи, в общем. Навальный умер в тюрьме – это финал его политической карьеры. Мы констатируем, да, типа смерть героическая, диссидентская и так далее, но судьба политика, этот политик не пришел к власти, этот политик не переломил путинизм, этот политик проиграл. И, собственно… То есть политик для тебя только тот, который выиграл? Подожди. Я еще раз повторяю, никто не оспаривает диссидентскую его судьбу и там, беспрецедентно героическое возвращение в Россию и эти последние слова, которые там, я при всем скептицизме не могу сказать, что типа меня они не трогают, и книга «Патриот» и все дела. Но еще раз повторю, карьера политика Навального, в чем она заключается? Успехи умного голосования, приведшие к тому, что повысилась явка на выборы путинских парламентов за счет протестной публики. И в итоге эти люди из КПРФ, из «Справедливой России», из ЛДПР, которые во многом хуже единороссов, получили больше мандатов. В чем успех? В чем торжество, там, не знаю, его идей? Чтобы Сергей Миронов набрал больше мандатов, по-моему, какая-то ерунда. Более того, я до сих пор не понимаю, почему тактику умного голосования не применяли к единственным выборам, где она была бы уместна, к президентским. И тут невозможно не заподозрить подвоха, буквально почему-то подыгрывал Путину. Но, как говорится, дело прошлое. Нет, и я не говорил о том, что политика бессмысленна. Я политикой российской живу там много лет с детства. И именно вот разговор такого формата, да, там, я не люблю Путина, клево, я тоже не люблю Путина. Я считаю, что так жить нельзя. Коррупция, кошмар, да, там, репрессии, ужас. Мы единомышленники, да, клево, что будем делать? А пойдем, значит, на выборы в Кострому. Почему? Где вот эта логическая связка, которая говорит, что неприятие, там, не знаю, коррупции, репрессии и так далее, и войны ведет за собой выборы в Костроме? Нет. Выборы в Костроме были полная ерунда. И более того, у нас есть уже набор людей. Изабель Магоева, Тимур Хорев, Данила Линделе и другие заметные активисты 2011-2012 года, которые первыми поняли, что это какая-то фигня. В итоге Тимур Хорев теперь программист в Долине, Изабель Магоева где-то здесь, уж не знаю, чем занимается, но, по крайней мере, явно не российской политикой. Данила Линделе потерялся, но вроде бы тоже у него все хорошо. И вот тот самый санскрит, о котором я говорю, я не знаю, вот, как человек, который посвятил десятые годы, там, не какой-то медийный активист, а, условно говоря, провинциальный мечтатель, который хотел прекрасной России будущего, в итоге простоял несколько лет у какого-то бессмысленного куба с надписью, там, не знаю, даже не «Путин вор», а «Долой губернатора», а потом сел в тюрьму. Я не знаю, насколько хороша его судьба и насколько лучше было бы, если бы он вслед за, опять же, названными мной активистами растворился бы в частной
общественной жизни. Поэтому нет, как раз политика, конечно, важное дело, и нет ничего важнее, и все из нее следует, и экономика, и культура, и человеческие жизни, как мы убедились в течение этой войны. Но также стоит признать, что как раз 10 лет торжества навальнизма в оппозиционной среде, потому что тоже на наших глазах он вытеснил всю остальную цветущую сложность, которая была на старте. Не осталось ни Немцова, ни Удальцова, да, по разным причинам. В итоге это оказалось тупиком для людей, которые были недовольны путинизмом. Я, естественно, не могу сказать, а что нужно было делать правильно, вместо Болотной идти на площадь Революции. Не знаю. Для того, чтобы что-то делать, чтобы что-то оценить как неправильно, я не думаю, что обязательно иметь какой-то правильный сценарий. Но ты не жалеешь о том, что вот этот разговор на «Эхе Москвы» о выборах в Костроме бессмысленности? Я не закончил, да, как раз ты это говоришь, и больше не общались. После эфира, мы как давно договорились, должны были поужинать с Парфеновым, с Навальным. И пошли, и Парфенов в течение вечера добросовестно вел беседу и с Навальным, и со мной. Между собой с Навальным мы уже не разговаривали и никогда больше не разговаривали. Не жалеешь? Ну, на самом деле, мне по-человечески было бы комфортнее хорошее слово, плохое, если бы на момент его смерти у нас были бы добрые отношения. Но здесь как раз уже ничего не вернешь, не исправишь. Условно говоря, не поссорившись с Навальным, я должен был быть сейчас, там, не знаю, энтузиастом списка 6000 и кого-то в них вносить другого. Да нет же. Все вышло, как вышло. Я как человек все-таки, который как раз как и работе своей придает, наверное, большее значение, чем просто работа, да, там, призвание, там, как угодно. И свободу свою ценящий все-таки действительно выше чего бы то ни было. Я не представляю себя членом секты, который на каком-то этапе, безусловно, стал фонд борьбы с коррупцией. То есть ты считаешь, что вы не могли остаться друзьями, если бы ты ему оппонировал? Мы не остались друзьями, потому что я ему оппонировал. Точка. Это факт нашей совместной биографии. Но после этого эфира одно из важных событий, которое вас развело окончательно, и вот тут, как бы, наверное, уже никакого примирения не могло было бы быть, это когда ты обвинил, сославшись на слова Олевского, тестя Навального, в том, что он работал на КГБ. Я понимаю, почему ты как-то об этом отдельно говоришь, но в целом, да, мне Олевский сказал об этом как о факте, я об этом, в общем, вскользь в своем стриме сказал, привлекло внимание Соловьева, потом среагировал Навальный, как бы уже выкатив это финальное, да, обвинительное заключение в мой адрес. Ну, я подставился, совершил ошибку, грустно, Ты просил конечно. прощения? Безусловно, сразу же, несколько раз, но эта история не про прощение, как раз эта история про повод окончательно проклясть, затоптать. Судя по тому, что ты говоришь, что в 2015 году вы последний раз разговаривали лично, значит, ты просил прощения Публично, лично. неоднократно и в эфире «Эхо», и в соцсетях. А как, извини, у тебя был мобильный телефон Навального на момент его посадки? Ну, так я не была его подругой. Я с Юлей пару раз пытался переписываться, что в 16-м, 17-м, по каким-то праздничным датам, условно говоря. Она не реагировала, ну, как говорится, и бог с ним. Не мучить тебя совесть сейчас, после смерти. Совесть моя чиста, поэтому вопрос сам по себе какой-то обвинительный слегка. Сожалею ли я? Да, сожалею. Когда шел к тебе, да, ну, что-нибудь будет говорить, не оправдывайся. Но реально каяться не в чем. Вообще никогда в своей журналистской деятельности, которая неотделима от человеческой, сознательных подлостей, гадостей, там, эпизодов лжи себе не позволял. Вот кто меня поймает за это, за 30 лет карьеры, покаюсь перед ним, да, но покажите мне, вот когда я кого-то обманывал или там клеветал, или там пытался подставить. Ну. Как парень из Калининграда, учащийся в мореходке, становится сталинистом? Высшей мореходки. Это важно? Это очень важно. Как? Элементарно. Как пионеры 70-х годов становились тоже там антисоветчиками, диссидентами. Кто-то быть сталинистом и быть антисоветчиком – это диаметрально противоположно. Не уверен, когда тебе на комсомольском собрании говорят, что мы строим коммунизм, и ты видишь эти циничные, ни во что не верящие лица завучих или каких-то активистов неприятных тебе. Ты думаешь, нет уж, там, как Труман, бросая атомную бомбу на это говно. Да, инфраструктура осталась та же, тоталитарная. Те же комсомольские работники, переименованные в отделы по делам молодежи, те же завучки, которые еще вчера, да, и там кого-то я застал, да, рассказывали нам о величии Владимира Ильича. Теперь рассказывают о... А вам рассказывали? Я застал. Весной еще 91-го года у нас на уроках литературы в 5
9 классе была тема рассказа о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Потом еще сочинения о нем писали. То есть как раз это, при том, что в газетах уже писали, кто он такой на самом деле, но в школе мы проходили его вполне как бы восторженно, комплиментарно. В тинейджерские годы естественный протест, когда вокруг совок ты протестуешь против совка, когда вокруг антисталинизм ты протестуешь против антисталинизма. Ну, как бы ты этим переболеваешь, и все. Ты переболел? Ты знаешь, да, дружа с партией Лимонова довольно долго, да, в ее лучшие годы, оброс какими-то, наверное, уже оборвавшимися такими знакомствами с людьми разных поколений из этой партии и так далее. И кто-то из них остался в партии, которая обезглавлена, сейчас воюет в Донбассе. Кто-то из них, выпав оттуда, перешел, Роман Попков, да, деятель чуть ли не самого русского добровольческого корпуса, да, или какой-то украинский сторонник, участник войны на стороне ВСУ. В медиазоне есть Сергей Смирнов, главред, да. Я в какой-то момент, наблюдая этих людей в разных, кто-то либералом стал, кто-то еще кем-то, обратил внимание, что вот эта привычка, да, к тому, что должно быть слово вождя, должна быть какая-то финальная, непререкаемая истина, остается у людей, даже если они были нацболами в далекой юности. И это, конечно, тоже такой неприемлемый для меня как раз тоталитарный аспект любого, да, такого рода комьюнити, который в итоге приводит к тому, что ты предпочитаешь быть ничьим. Ну, ты нацболом не был. Я нацболом не был, не мог быть, понимаешь? То есть, как раз, хотя нацболом-то я, допустим, не был, меня неоднократно с ними винтили там на их акциях, и это тоже было смешно. Тебя на их акции побили? На акции Удальцова. Удальцова. Как бы почти одно и то же, но не одно и то же. Первое, когда меня задержали, захват здания «Единой России» в Банном переулке. ЧП по тем временам, да, для коммерсанта. Коммерсант присылает адвоката и охранников меня забирать, на что менты показывают ему видео, да, где, собственно, группа нацболов, включая корреспондента коммерсанта, врывается в офис «Единой России», падает на пол охранник, и мы все ногами по животу охранника бежим куда-то дальше. Но при этом не наказали даже в коммерсанте. А там штрафовали при Васильеве, могли на пол зарплаты штрафовать. В какой момент ты перестал быть сталинистом? И что на это повлияло? В общем виде, понятно, ты вырастаешь, перестаешь. Но должна быть какая-то вот такая штука, как бы триггер, да. Значит, А у тебя, прости, у тебя дома портрет в усах висел? Знаешь, у меня хуже, у меня Берия висел. Вот, там, когда мне было лет 16. Вот. Берия от Ксериной из той самой энциклопедии, где был Берингов пролив. Я нашел второй том, вот, и все в маршальской форме. И вот. Родители твои молчали? Пофигу было, господи. Ну, то есть, родителей не были. Родители, мама у меня, извини, 19 августа 91 года, прямо в газете вышла там, заметка моей мамы, там, врач роддома номер 1, там, да здравствует демократия, да логика КЧП, то есть, как бы все нормально. И они молчали по поводу Берии? Это свобода, вообще-то, как бы. Какая разница, кто висит на стене? Когда ты запрещаешь ребенку вешать Берию, ты лишаешь ребенка свободы. Когда ты запрещаешь ребенку вешать убийцу? Какая разница, слушай? Большая. Ребенок не сам убивает, да? Берия одиозно, да? Че Гевара висел у половины подростков по всему миру. Какая разница в целом? Троцкий, культ Хамаса местный, да, как бы в конце, слушай, это же дело такое. Да, так вот, перестал, потому что вырос, и там, просто Сталин исчез из, как бы, поля моего зрения. Там, Олег, о чем ты думаешь? Об этом, Сталина нет. В целом, как относишься к Сталину, хорошо. Так По-прежнему? Подожди. Так я жил лет до 27. А потом я поехал на пару дней в Калининград, значит, побухать со своими однокурсниками по случаю там какой-то годовщины окончания. Мы сидим, как-то привлекаем внимание, видимо, официантки или еще что-то, и она, значит, звонит в милицию, которая нас хватает на выходе из бара, и там мой товарищ ругался матом, его забрали в СИЗО, потом я его выручал, когда меня уже из вытрезвителя освободили. Единственный раз в жизни оказался вытрезвителем. Вот это было омерзительно. Именно в плане унижения, лишения свободы там и всего на свете. Вот на это вот меня потрясло. При этом до и после этого эпизода я, сидя в Москве, по телеку шел сериал «В круге первом» Глеба Панфилова. Вернувшись в Москву, я попал уже на последнюю серию, когда Иннокентию, которого играл Дмитрий Певцов, бреет голову при аресте. Все. И абсолютно антураж и цвет стен вот того вытрезвителя. Я подумал, нет, какое же говно сталинизм. И как отрезало. Я не преувеличиваю, ровно так и было. Как человек проделывает путь от сталинизма
к горбачевизму. Для тебя уже очень важный человек Михаил Горбачев. Очень важно Михаил Горбачев. Я действительно очень благодарен Богу за то, что я успел с Горбачевым познакомиться. Я написал про него художественную книгу, и он ею заинтересовался. И мы встретились, я ему спел песню «Все идет по плану». Мы записали на видео, да, в смысле, и он перебил меня, когда я упомянул про Ленина. Он до сих пор до конца жизни к Ленину тепло относился, хотя понятно, что не стоит, наверное. Сейчас для тебя главной политической фигурой и наиболее тобой одобряемой политической фигурой в истории России? Да, Горбачев, да, по-прежнему Горбачев. Что самое важное он сделал? Поразительно, что в первом публичном выступлении после прихода к власти на похоронах Черненко он с трибуны Мавзолея сказал, что человеческая жизнь стала высшей ценностью. И я полагаю, что несмотря там на эксцессы, да, которых было много, Вильнюс, Баку, там, Тбилиси и так далее, он исходил из этого. То, что потом стал называть общечеловеческими ценностями, что нету никаких интересов, за которые можно платить жизнями. Ни до, ни после него не было таких людей в российской власти. То есть Ельцин уже не такой? Ельцин очень кровавый. По-моему, это также вполне проверяется и 93-м годом, и Чеченской войной, и так далее. Многие люди, одобряющие деятельность Ельцина, считают, что те свободы, которые он дал России, если не сопоставимы с уроном, который нанесла Россия, Чеченская война, в каком-то смысле их компенсируют. Можно предположить, что на существование именно влиятельного, скажем так, гуманитарного лобби, придерживающегося этой точки зрения, Ельцин-центр, да, буквально влияет то, что Владимир Путин обязан Борису Ельцину и, соответственно, хранит память о нем, но все-таки вот те самые свободы слова, совести, выезда из страны и так далее, все проверяется, да, они были даны все-таки при Горбачеве и даны, можно сказать, взяты, потому что нельзя сказать, что как бы Горбачев там, не знаю, ехал в расписных санях и разбрасывал свободу. И люди, и русские люди, да, в том числе и шахтерские забастовки пошли из России, и Москва, и Ленинград, конечно, были ключевыми центрами борьбы за свободу. Совместными усилиями народ и Горбачев добились свобод. Тех, которые, да, с годами стали приписывать Ельцину, что неправда. Ельцин чисто экономический реформы, про которые тоже масса вопросов. 91 год, и можно назвать смена власти, а можно назвать революция. Что упустил Горбачев? Почему оказалось, что после путча уже больше ничего не существует, никакого там ни Советского Союза, ни СНГ, а есть уже внезапно свободная Россия независимая и остальные независимые государства? Настолько свободная Россия, что действительно через 2 года в ней установилась суперпрезидентская диктатура, а через 3 года началась первая карательная война. Я все-таки склоняюсь к тому, что помимо того, что, безусловно, Ельцин был выдающимся политиком, и его там пресловутое чутье бесспорное, да, он действительно включая очень рискованные для него моменты, делал то самое решение, тот самый выбор, который позволял ему удержаться у власти, да, на протяжении 10 лет, самых таких сложных для России, поэтому он доказал свою состоятельность как политик. Но в целом он, безусловно, и сам как человек из номенклатуры советской, и как выразитель интересов этого класса, был, по сути, лидером номенклатурного реванша против демократизации и против перестройки. Горбачев не справился с сопротивлением аппарата, как тогда говорили, сопротивлением номенклатуры, сопротивлением, если бы сейчас говорили, дипстейта. И характерно, что несмотря на то, что там у Белого дома 3 погибли, тоже характерно еврей, русский и украинец, да, какие-то, опять же... Боже, я никогда не думала о том, кто они по национальности. Не помнишь Равина на похоронах? Я впервые увидел вообще, как выглядит Равин. Я помню горечь от их смерти, но я не помню их национальности. Ладно, ты более, так сказать, общечеловеческий человек, да, вот как в анекдоте про дирижера советского, который говорит, у нас нет антисемитизма, да, у меня в оркестре 8 евреев. Американец говорит, я у себя не считал евреев. Лицами, да, там, протеста были вот типаж народного депутата российского, какой-то МНС беспартийный Сергей Станкевич, да, вот он режет правду матку и побеждает секретаря обкома. А в итоге уже через год, что такое российская власть? Там сам Борис Николаевич, Черномырдин, да, советский министр, Лужков, там какой-то московский хозяйственник, и как бы секретари обкомов снова бредут к победе, да. Горбачев действительно, он очень, на самом деле, недооцененно талантливо побеждал аппарат. На то, чтобы стать полновластным, как бы, там, генеральным секретарем, у Сталина ушло там лет 10. Брежнев тоже первые 10, наверное, лет, это соправление с Косыгиным и Подгорным. Горбачев за 2 года этот процесс пробежал. Никому не удавалось, допустим, зачистить ЦК на 100 человек одновременно, как Горбачев в 1989 году. Он был самый эффективный из 7 советских руководителей, но недостаточно
достаточно эффективны для того, чтобы навсегда победить эту надменную касту. Где он просчитался? Вот, наверное, в этом и просчитался, что думал, что его, лично его, и, ну, между прочим, тоже характерная история, мне рассказывал Леонид Петрович Кравченко, руководитель и папа Антона Ореха, да, что Горбачев ввел обязательные трансляции заседаний правительства, Совета министров по телевизору, именно чтобы народ стал видеть, да, и народ увидел какие-то косноязычные дегенераты, как бы, да, и довольно быстро все поменялись. Но он же не для этого это сделал. Именно для этого, чтобы Да их ладно. поменять. Когда уже пришли люди, приведенные им, трансляции закончились, он недооценил силу номенклатуры и недооценил как раз ее способность к сопротивлению. То есть, по логике вещей, я сам тогда представлял, да, что там, если Горбачев за демократию, наверное, сопротивление ему должно идти под флагами, да, мы хотим сохранить тоталитаризм, КПСС и, там, не знаю, памятники Ленину. Нет, конечно, всегда антихрист приходит в каком-то более позитивном облике. То же самое номенклатура вернулась под лозунгами большей свободы. И вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. О моей судьбе захотелось правильно, что на его с покой. болота убрали. Почему ты считаешь, что все идет по плану, великая песня? Потому что она буквально исчерпывающе описывает тот, который я застал в детстве, да, перестроечный вайб, буквально и ощущение крушения, наверное, да, и не только там, материальной страны, но и идеалов, включая Ленина, который и разложился, и когда его называешь один лишь он был хорошим вождем, это, понятно, звучит как издевательство. Нет же там оптимизма на самом деле. И вообще уже, нет вот оптимизма. именно, и, наверное, с годами, да, ретроспективно, как раз отсутствие поводов для оптимизма и есть то, что современники не замечали, да, а в реальности это было главное свойство того периода, что впереди мрак. На самом деле тоже, наверное, странно в наше время как-то ссылаться на Невзорова, как Александра Глебовича, как морального авторитета. Но я помню прямо его программу накануне выборов президента РСФСР в июне 1991 года, когда, там, прощаясь со зрителями, он говорит: друзья, ну давайте там будем реалистами, понятно, победят Ельцин и Собчак, понятно, что вот как бы впереди у нашей страны большая беда, поэтому желаю вам просто ее как-то более-менее пережить. В одном из таких твоих, ну, я бы сказала, покаянных текстов на Кольте, Покаянных? ну, у тебя есть такой жанр честно, покаянно о себе. Я говорил, что каяться не, а что ты имеешь в виду? Ты там написал, что если бы ты не ушел из отдела Суркова, то ты бы легко мог себе представить себя в Борне. Это радикальная организация, причастная к убийствам людей. Я, разумеется, нет. Если бы я не ушел из «Коммерсанта» в 2005 году, то, может быть, я бы превратился в какого-то, опять же, стандартного, по тем временам молодого, демшизового деятеля. Среда очень влияет. Мы себя переоцениваем, думая, что как бы каждый обладает колоссальным внутренним стержнем, никогда не позволит себя втянуть в какой-нибудь блудняк. А в итоге все почему-то в блудняк втягиваются. И на самом деле вот именно то, что мои недоброжелатели называют там какой-то неустойчивостью, желанием переобуваться, тоже такое противное слово и так далее, как раз я считаю 25-летней борьбой, успешной борьбой за сохранение себя. И слава богу, да, естественно, я невозможен ни в Борне, ни в НБП, ни в движении «Наши», ни в ФБК, нигде бы то ни было. Ты в своей жизни сколько раз в России голосовал на выборах? Давай считать: 99-й, 2003 и дальше уже 2 раза здесь в консульстве, 4 раза голосовал. Сколько раз из них ты голосовал за Путина? В 2000-м 1 раз голосовал, да. Голосовал? Именно как за человека, который этих либералов, которых я не люблю, отправит в ГУЛАГ. А ты всегда с таким презрением относился к либералам и к демшизе, как ты говоришь? Ну, ты знаешь, как раз сейчас с гораздо меньшим презрением никому вообще... Ну, люди, про которых в 2000-е было принято говорить, что они демшиза и занимаются кликушеством. Конкретно Новодворская, если, допустим, брать какие-то иконические образы этой среды, всегда с уважением, да, даже если она кажется каким-то фриком. Как раз фрики всегда у меня вызывали и вызывают, да и сам я фрик, чего уж там, вызывают гораздо большее уважение, чем люди правильные, стандартные. Я в свое время, там были какие-то дебаты, я Илье Азару объяснял, что вот как бы ты, конечно, молодец, все дела, но о том, что такое плохо и хорошо в политике и так далее, тебе там когда-то в высшей школе экономики объяснила, он был в ее кружке, Ирина Евгеньевна Ясина. Да, и ты вот по этой матрице живешь и в ус не дуешь. А мне эта матрица не нужна, и я ее сам вырабатываю, и поэтому моя матрица круче, мы на разных уровнях. С Ириной Ясиной ты тоже умудрился встрять в конфликт.
случайно совершенно, когда была гостиница эта самая шашлычная антисоветская. И она призвала, да, своих читателей в рамках поддержки этой шашлычной собираться в ней. И мы с друзьями пришли туда же и сели за свой столик. И как-то получилось, что за нашим столом было веселее. Я об этом как-то издевательски написал в ЖЖ. И ее это действительно обидело, задело. И потом, когда... Не помню, что случилось. Ликвидировали, наверное, «Открытую Россию». Она написала, что вот да, мы там работали много лет, делали много всего хорошего. Ни о чем не жалею, кроме того, что в 2004 году мы вручили ноутбук Олегу Кашину. И это был мой первый MacBook. А за что тебе вручили в 2004 году MacBook? Ну, по сути, за то, что я как раз был избит ФСОшниками на акции Удальцова возле Белого дома. Как слава к тебе все время приходит после избиений. Это не круто, конечно. Более того, в какой-то момент враги стали этим пользоваться. То есть было 2 эпизода в жизни. Я никогда толком не дрался. И дважды в жизни получал по морде от ЖЖ-юзера Геринга и от покойного писателя Багирова. И если честно, что тот, что другой, поскольку поводов реальных не было, но они были из какой-то прокремлевской среды, я думаю, что это как раз история про то, что вот как бы нарратив Кашин все время получает по морде, он как-то этой средой культивировался. И помню свои фотографии, я ездил от «Коммерсанта» на Селигер, единственный раз в жизни, к вопросу, опять же, о прокремлевской среде. Я был на этом Селигере с Фингалом. Вот, и тоже, по-моему, ничего хорошего нет. А ты когда-то пытался разобраться в природе нелюбви к себе? Ой, нет, ну как бы, там вот, если там меня где-то спрашивают, там, за что тебя не любит Соловьев, да, я говорю, за то, что я моложе, талантливее, там, лучше и так далее, и так далее. То есть, в целом, я готов как бы эту формулу Мне кажется, использовать. что после 40 уже разница в возрасте стирается. Не, ну как стирается? Я после 40, а он после 60, да, как бы тоже мы на разных уровнях. Я не могу назвать себя там конфликтным, скандальным и так далее. И, может быть, как раз наоборот, желание избегать этих конфликтов по диалектическому закону приводит к тому, что их делается больше. Потому что, условно говоря, когда ты не хочешь ссориться ни с Петей, ни с Васей, которые друг друга не выносят, в итоге оказываешься мудаком и для того, и для другого. Ты говоришь, что я единственный, кого увольняли и из «Комсомольской правды», и из «Дождя». Это ладно, когда команда сайта OpenSpace ушла делать Кольту, и пришла новая команда OpenSpace с Максимом Ковальским, я был единственным автором, который писал и в старый OpenSpace одновременно, и в новый. Ну, может быть, это плохо, да, действительно. Но как бы я для себя в этом проблемы не вижу. А в 2005 году ты писал заметку в газету «Волчья лыка»? Писал, конечно, да. То есть это ты писал? Да, я писал, да. А зачем ты ее написал? Это был момент, когда убрали Васильева, которого я очень любил и которого я здесь жду в Лондоне. Я был такой человек, который боялся, что на каком-то этапе стало правдой, да, что «Коммерсант» станет таким идеологическим рупором Березовского. Я ушел, и они сделали полосу комментариев, которую руководил Кирилл Юрьевич Рогов. Мне казалось, это да и сейчас кажется, на самом деле, хотя уже в меньшей степени, противоречием духа «Коммерсанта». Это было продолжение моей деятельности в большом городе, где я тоже под фамилией Алена Лыбченко писали статьи, да, о разных сплетнях из мира медиа. И возник этот мужик, не помню его фамилию, но он в фильме «Асса» был каким-то ассистентом режиссера и запускал это издание. Предложил написать в этом же духе... «Волчья лыка», да, предложил написать про «Коммерсанта». Я написал, не вижу в этом большого скандала. Я помню, когда меня увольняли, и было смешно, что Михайлин, которому как бы это было поручено, главный редактор, придумывал по ходу моего увольнения разные поводы, от Координационного совета до тоже там, знаменитого в узких кругах работать надо было. В какой-то момент он эту как бы статью тоже предъявлял как претензию. Хотя, опять же, я не считаю, что здесь было что-то криминальное. Ну, ты же написал не под своим именем, ты рассказал, в общем, внутреннюю кухню «Коммерсанта». Да не сказал бы на самом деле, то есть это как раз открытые источники, что, условно говоря, сотрудник Березовского Демьян Кудрявцев скоро будет гендиректором. А Демьян Кудрявцев тебе за это предъявлял? Тоже смешно, я его очень не любил, там, по миллиарду причин, включая там, и политику, и личное. Спустя год оказалось, что я его двоюродный племянник. И кровный. И это как бы нас на самом деле сблизило. Мы как-то вот с тех пор в теплых отношениях, добрых. Его папа, двоюродный брат моего деда. Я помнил, какие-то родственники из Ленинграда приезжали, я был маленький, без Демьяна, но это были они. И как раз потом мы уже успели с ними познакомиться, с обоими, с его родителями. Я помню, когда я смотрел фильм «Как потерять друзей и заставить всех ненавидеть», если помнишь. Ну, примерно там схожая схема, да. Там мальчик из Англии едет покорять Нью-Йорк и делает там карьеру в глянце. Ты смотришь, узнаешь себя, приехавшего в Москву. А потом, опять же, обнаруживается, там, к нему приезжает в гости папа профессор из Оксфорда, по учебникам которого училась вся Америка. И ты думаешь, вот чем Россия отличается от Запада. Я лимитчик без связей, а здесь в образе лимитчика без связей чувак из плюс-минус какой-то семьи. А потом оказалось, что и я такой же из какой-то семьи, хотя там, понятно, родство с Демьяном мне карьере не помогало, но тем не менее оно есть, да, это как бы объективный факт.
Почему в первый раз ты ушел из «Коммерсанта»? Чем я хорош, на самом деле, как мне кажется. Каждый какой-то эпизод моей жизни, в принципе, задокументирован либо статьей, либо эфиром, либо постом в соцсетях. Те мои публикации, в том числе под псевдонимом в журнале «Волчья лыка», на тему того, что был Васильевский коммерсант крутой. Сейчас Васильева убрали, Березовский за него взялся, будет делать агитку. Это было вполне мое такое четкое представление, да, об этом. И я не хотел этого делать и, соответственно, понял, что надо уходить. Другое дело, куда уходил. И здесь тоже такой, как сказать, с нынешней моей точки зрения, ну, безусловно, наивный, во-первых, алгоритм, да, и действий, размышлений, но, наверное, поучительный. Собственно, вот как раз работая тогда в «Коммерсанте», Это 2005 год. уходил в 5-м, да, ну, работал первый раз с 2003 по 5 и наблюдал, да, газетой владеет Березовский, несимпатичный мне, он не вмешивается. Он всегда был несимпатичен тебе? Всегда был, но он сам этот образ создавал по принципу, да, что он хочет казаться всем таким, не знаю, полуинфернальным, да, человеком, которого и невозможно любить, наверное. До сих пор многие люди, включая Демьяна Кудрявцева, с большой нежностью о нем говорят. Не, ну и придумывать эту нежность задним числом, наверное, неправильно. Понятно, что я с годами стал относиться спокойнее, но тогда, что такое Березовский, это самые одиозные черты 90-х годов, которые особой любви не вызывают. И я наблюдал тем временем, да, что вот наша газета, в которой тоже, что было очень круто, да, когда Березовский, у него возникало желание написать статью, он ее присылал Васильеву, и Васильев публиковал с подписью «Публикуется по требованию акционера, орфография сохранена, как бы редакция не несет ответственности». Круто. Разделение, опять же, акционера и редакции. Я наблюдал, да, что как раз вот мэтры типа Панюшкина, Наташа Геворкян или Азера Мурсалеева, допустим, они там регулярно ездят к Березовскому в Антип, с ним дружат. Если ты состоявшийся журналист, ты вась-вась с какими-то сильными мира сего. И дальше такая логика. Вот они как бы любят Березовского, они с ним тусуют. Я не люблю Березовского, а кто есть как бы с другой стороны? Ну, есть Кремль, да, есть Сурков. Ну, и понятно, что там сам Сурков где-то далеко, но круг знакомств Глеб Павловский, Александр Тимофеевский, Модест Колеров, вот эти люди тоже были где-то в моем поле и зрения, досягаемости, там общались. Естественное движение мое туда, куда-то в прокремлевскую какую-то среду, которая как явление не вызывала у меня вообще никакого негативного отношения. Ну, окей, есть эти, есть те, как бы, ну, там, демократы-республиканцы. Это правда, что тебя в отдел Суркова привел Тимофеевский? В какой-то мере, да. Я однажды в ЖЖ написал. Я готов стать президентом России, написал я. Потом пишу, ну ладно, никто не хочет, чтобы я был президентом, дайте мне хотя бы колонку в каком-нибудь медиа. Тут же приходит в комментарии Глеб Павловский и говорит, а вот у меня в «Русском журнале, пожалуйста, пиши». Я стал писать, в итоге потом тот же Павловский выпустил книжку с этими колонками, моя первая книжка. Это как бы первый, значит, импульс моего движения вот в те края. Потом на корпоративе Глеба Павловского ко мне подошел, соответственно, респектабельный мужчина Александр Тимофеевский. Разговорились, он позвал меня в гости, как, собственно, я думаю, многие журналисты тогдашнего поколения бывали у него в гостях. У него был сайт свой, он предложил для его сайта писать, а потом редактировать, а потом, а давай познакомлюсь с инвестором нашего сайта. А кто инвестор? Некий зам Суркова, Никита Иванов. Человек, который на самом деле потом имел отношение вот к этой истории с Борном. Его сотрудник Симонин был так называемым куратором убийц Маркеловой и Бабуровой. Мы с Тимофеевским в какой-то момент стали, это называлось Национальная лаборатория внешней политики, стали писать какие-то вот такие программные статьи про создание правильной правой партии, я помню, про перспективы распада России, про злокозненность Сороса как политического актора через неправительственные организации. Вот за эту статью мне на самом деле стыдно, ну, ровно потому, что как бы по факту она стала одним из действительно эпизодов государственной кампании по борьбе с НКО. Подожди, а вы писали это просто за бабки? Смотри, какая история. Я могу, конечно, просто в общем виде сказать. Конечно, потому что в это верили. Нет, безусловно, был фактор бабок, но мы не работали по темнику, как по методичке, а сами, по сути, создавали эту методичку, потому что вот концептуально, да, ты любишь Родину? Люблю Родину. Ты хочешь, чтобы она там жила долго и счастливо? Да. А что для этого нужно? А ты предложи. И, соответственно, вот как бы сидишь и пишешь буквально. И потом Тимофеевский уехал заниматься речами для Рената Ахметова. Я остался один, при этом Никите, но поскольку действительно среда токсичная, и первый раз, как бы, да, ты пишешь, ну да, действительно, я так считаю, да, там, Сороса не люблю, а потом понимаешь, что это какое-то говно, и довольно быстро я туда слился. А почему ты не любишь Сороса? Да сейчас уже нет, подожди, сейчас, вот говоря о Соросе, уже мы говорим о нашем времени, о
периоде 2016-2020 года, когда мы увидели, до какой степени демократия, американская прежде всего, подвержена манипуляциям и давлению того, что как бы упрощенно мы называем дипстейтом. Вот эта антитрамповская кампания, которая для меня, по крайней мере, там, пофигу, да, Трамп, не думаю, что он хороший человек, но когда пресса, забывая о своих базовых ценностях, начинает манипулировать, умалчивать о том, что невыгодно, соответственно, Демпартии, педалировать и преувеличивать какие-то злодеяния Трампа, это вызывает протест. Сорос как фигура принадлежит вот к этой глобальной Демпартии, мировой жабе, как когда-то говорилось, поэтому я вот могу сказать, вот я его не люблю за это, но говорить, что я его не люблю, как-то было бы слишком эмоционально. Как бы не люблю, так он не рассчитывает на мой любовь. Состояние на 2005 год российские библиотеки бы без Сороса. Я знаю, и я сам учился по соросовскому учебнику, боже мой, но опять-таки, я в целом, да, там, по своему генезису, там, читатель газеты «Завтра», юный сталинист, ходил одно время в черной рубашке и декламировал, и получил за это грамоту на областном смотре самодеятельности, декламировал гимн русского национального единства. Естественно, вот как бы в этом моем мире, в этом моем представлении о реальности, каким-то бабушкам помогает Сорос, да бог бы с ними, лучше бабушки будут мертвые, но наши патриотические. Итак, ты идешь работать к Никите Иванову, который находится под руководством Суркова, и работаешь там с 2005 по... Нет, не с 2005, а с 2006 по 2007. Как раз 5-й год я пришел в газету «Известия» всего лишь по как раз рекомендации Павловского, тоже, что называется, пробами и ошибками. После «Коммерсанта», тогдашнего «Коммерсанта», наверное, любая газета казалась любительской, да, колхозной и неинтересной. И продержался я там 2 месяца и убежал. Хотел в «Ведомости», ходил к Осетинской разговаривать, и договорились типа о 2 пробных заметках. Но вот здесь опять-таки я не знаю, кому я там насолил, тем более, ладно, сейчас я там несу за собой шлейф каких-то срач конфликтов. Тогда его еще не было, и через 2 дня Илья Яшин написал в ЖЖ, что вот вы знаете, да, что Кремль давит на «Ведомости», чтобы взяли Олега Кашина на работу. И, значит, они пока держатся. И я ужаснулся, пришел еще к Осетинской, говорю, слушайте, после такого, конечно, значит, давайте там не будем, что спокойно, там, друзьями и так далее, но было неприятно. И, думая, куда идти, я тоже, опять же, имена, наверное, имеют значение, правда, я сейчас не знаю, где он, в каком-то сайте, типа... То ли «Гроза», то ли «Коса», вот каких-то новых этих медиа, такой Андрей Громов, тоже всеобщий знакомый, очень хороший мужик, исторический школьный учитель. Вначале он анонимно писал на форуме Политру, потом его кто-то заметил, может быть, тот же Тимофеевский. И, соответственно, я познакомился с ним, когда он был редактором отдела политики «Эксперта». И тоже он ко мне пришел в комментарии в ЖЖ и написал: приходи к нам в «Эксперт». Я подумал, клево, как бы действительно такой солидный, серьезный экономический журнал, почему бы мне там не работать. Пришел, проработал 2 года, не могу сказать, что работа была какая-то хорошая или плохая, скучная она была. Было что-то удачное, если кто помнит «Солдат Сычев», да, между прочим, и хоть это и вызвало, опять же, и скандалы, конфликты, все такое, но это одна из важнейших для меня работ за все годы. Из-за Сычева ты поругался с Панюшкиным как раз-таки. Не сказал бы, между прочим, то есть он написал про меня колонку под названием «Что с тобой, Олег?», и, наверное, в целом он был прав, потому что, опять же, вот с тогдашним моим системой приоритетов, что ли, да, главное, да, в чем была проблема, как мне сейчас кажется, мне в сюжете, что солдат, подвергшийся издевательствам, значит, лишился ног. Действительно трагическая история, но при этом она легла в действительно существовавший очень серьезный конфликт Министерства обороны с Главной военной прокуратурой. И Главная военная прокуратура действительно помогала, да, и раздувала эту историю медийно. В том числе, там, поскольку тоже вот мой спор с солдатскими матерями был, опять же, он такой противный спор, насиловали или нет. Я говорю, что не насиловали, а мне говорили, что насиловали. Насколько понимаю, не насиловали. Тут можно тоже обратиться к экспертизам и так далее. Была ли это групповая акция по избиению молодых солдат или конкретное издевательство над одним солдатом? Над одним, я говорю. Что с ним было? Били, насиловали? Нет, только поставили сидеть на корточках всю ночь. Это тоже ужас, но это надо говорить, да, что это не была какая-то оргия из ряда вон выходящая. Вот такой адский эпизод дедовщины. Я ездил на место,
место, и меня поразило, когда военный прокурор в присутствии, там был я, там был Сванидзе покойный, там был Кучерена, и прокурор говорит, так вздыхая, что вот мы даже отправили там какую-то группу следовательскую на Сахалин, где служил раньше начальник этого там, гарнизона, или чтобы какой-то компромат найти. Ну, нет ничего, но мы поработаем. И выглядело это реально как вот какая-то кампания политическая, поэтому, собственно, я на это делал акцент, и Панюшкин, да, написал: Олег, как тебе не стыдно в таком сюжете ставить на первый план политические интриги? Наверное, он прав был. И сейчас бы я, наверное, иначе бы эту статью написал, ну, в таком духе. Вернемся на секунду в 2005 год и вот в эту работу, ну, на АПшечку, чего ж тут? Ну, конечно, на АПшечку. АПшечка как АПшечка, что это такое? Это чиновники, там, не знаю, в костюмах и галстуках. А вокруг нее была куча всевозможных ООО, типа Павловского фонда эффективной политики, да. Не знаю, как это экономически было организовано, но вот как раз вот, да, АПшечка вот такусенькая, да, а вот АПшечный мир, он превосходит ее в десятки раз. А почему АПшечка обросла вот таким количеством... прокладок. Прихлебателей. Ну, потому что там, где есть деньги сила... были? Ну, были, конечно. Я на пике всей этой истории, причем я когда об этом сказал, среагировали два человека. Маргарита Симонян, которая пишет, что там я со своими заслугами перед Родиной получала меньше, и моя первая жена, которая говорит: а куда ж ты деньги девал? Я получал $15 на пике, но было это месяца 3 или 4 в месяц. Да, было это месяца 3 или 4, это пришлось на мою первую свадьбу, поэтому как раз, видимо, жена не заметила этих денег. Ну, как бы да, поскольку они действительно шальные, там, ни сбережений не скопил, ничего. Все видели недавнее интервью Василия Якименко, в котором он утверждает, что он с самого начала понимал там, и природу этих шальных денег, и с высокой долей цинизма относился к тому, очевидно, что там происходило, а ты нет. А это разные же истории. Он как раз человек, который создавал этот мир. Хотя вот к этому его интервью я отношусь довольно скептически, потому что я, причем, воспринял его как... Он уехал за границу, оттуда режет правду матку. Говорят, он не уехал на самом деле, и зачем-то так выступает, может быть, желая там дискредитировать Суркова или Потупчик. Это, наверное, существенный фактор. Я вчера пытался ему дозвониться из своего стрима, но телефон был недоступен, но русский оператор отвечал. И во что я не верю, да, я бы никогда не смог ни писать, ни говорить. Я думаю, человек, который надолго в этой среде задерживается, на выходе превращается, разумеется, в мразь, потому что не может быть такого, что сегодня ты, там, не знаю, за Путина, завтра ты за Медведева, сегодня ты за закручивание гаек, завтра за оттепель, послезавтра ты за... неприкосновенность Украины, послезавтра ты за Крым наш, конечно, там, ты лишаешься себя. Да? Я не так долго был в этой среде, чтобы достичь следующего резкого поворота, поэтому как раз уверен, что себя не лишился. Мне кажется, что природа вот такого цинизма российских СМИ и природа желания СМИ примкнуть к большим деньгам, невзирая на их происхождение, она кроется как раз в начале нулевых. Не в 90-х, ты думаешь, не в выборах 96-го года? Может быть и так. Уверен, что так. Уверен, что 96-й год роковой, ключевой, хотя, может, 93-й, но 96-й уже можно как-то по документам просмотреть. И вот характерная история, опять же, коммерсантовская, да, поскольку, и надо отдать должное Владимиру Яковлеву, это не очевидно было, и для многих СМИ это не было очевидно, и многие СМИ этот принцип нарушали. А Яковлев как-то сразу, поскольку газета как бы ориентированная на новую элиту, газета остается какой была, объективной и беспристрастной, а отработку по пропагандистской линии, включая вот то самое бабло в коробках из-под ксерокса, выводят не на аутсорсинг, создается дочерняя структура газета «Не дай бог», в которой, соответственно, те же авторы «Коммерсанта», и Максим Соколов был тогда еще, и Колесников, безусловно, и другие люди, уже Максим Ковальский покойный, уже отрываются как могут. Да, как раз вот рассказы, они были не подписаны, рассказы Ковальского «Зюк и зэк», знаменитые, где в каждом слове есть корень «зю», там столица будет называться Зюгадан, все будут танцевать зюганочку и так далее. Талантливо, но аморально. Значит, они делали эту газету, и ты знаешь, что есть газета, у нее миссия, да, мочить Зюганова. Я сам ее в Калининграде получал, ее бесплатно бросали в ящики в провинции. И ты живешь в каком-нибудь там поселке, моногороде, понимаешь, да, что государства нет, ничего нет, там у тебя проблемы, денег нет, там дети болеют, все. И вот у тебя вдруг открывается окно в какой-то мир, где есть цветная газета с интервью народного артиста какого-нибудь, да. И ты пишешь в эту газету, как в «Последнюю надежду», там, пожалуйста, у меня там умирает ребенок, помогите, дорогая газета, не дай бог. И вот к концу предвыборной кампании поток этих писем, совершенно не предусмотренных проектом, да,
захлестнул настолько, что, собственно, ответ всех газет Лев Амбиндер создал в рамках, опять же, «Коммерсанта» на базе этой газеты тот фонд, который потом стал вот Русфондом при Первом канале. Диалектика тех 90-х. Ну, а так, как бы, да, цинизм в основе. Я слышала историю, что все-таки в «Коммерсант» писали про священника, у которого умерла корова. Не дай бог, не дай бог. Адрес-то тот же, а читатель не дай бог. В 2006 году ты написал статью «Дети капитана Гранта» и сообщил о том, что НКО, которые получают деньги, в том числе из-за границы, служат Западу. Ты так считаешь до сих пор? И по итогам этой статьи Госдума приняла какой-то законопроект, прям ссылались с трибуны, и я думал, да, что это есть признание. Таким оно было в моей картине мира, и также, когда оно случилось, я понял, что никакое это не признание, скажем так. Ну и к вопросу о работе на какие-то окологородские круги, вот, да, случилась эта статья, еще следующая под названием «Русский марш Мендельсона». Я как раз тогда женился, поэтому назвал ее так, на тему того, что, да, фашисты в альянсе с Невзлиным там чем-то нам грозят. А я понял, что это... А то есть «Дети капитана Гранта» – это тоже заказная Кремлем статья, получается? Это, вот опять же, вот мы в этой лаборатории, про которую я говорю, написали эту статью и там ее в издание. Передали в «Известия», в которых я не это работал. за бабки делается, кстати? Я не знаю, как это технически было. Я писал эту статью, у меня была зарплата в этой лаборатории. Вот, ну, наверное, за бабки. А как еще? Ну, Они купили площадь, чтобы разместить свою... Ты знаешь, там не было пометки на правах рекламы. Уже помянутом интервью Якименко, он там очень подробно рассказывает технологию выкупа площадей во всех газетах. Ну, тоже такая история, к которой я имел отношение. Еще не было наших, еще были идущие вместе. Как раз это очень, по-моему, креативная их акция, как раз по борьбе с прессой. Они провели пресс-конференцию с пачкой газет, да, и говорят, вот смотрите, у нас есть трафарет, мы накладываем его на «Известия», на «Московские новости» были, «Комсомолка», «Новая газета» и «Коммерсант. Деньги». И в этом трафарете одно слово из этого абзаца, одно из этого получается, значит, текст. Мы публикуем ложно-заказные статьи. Вот в публикации в «Деньгах» я поучаствовал, а именно в комьюнити папарацци. Реально, вот нужен был комментарий турагентства. Причем даже не я автор статьи был, та же Таратута, которую потом в этом обвиняли недавно. Вот я говорю, нет, это не она, это я ей пытался помочь. В комьюнити папарацци я написал, типа, друзья, нужен комментарий какому-нибудь турагентству. И мне пишут, да, в чем вопрос? Ну, вот вопрос, там, не знаю, там, горящие путевки в Египет. А как они дешевеют в этом году? Он прислал, значит, какой-то текст, и я его отдал, он вышел в журнале там, в сокращенном виде. И в итоге, да, но это не было про деньги. Это было вот просто вот такая, там, как телефонные мошенники из Украины, когда ты не рассчитываешь на то, что тебя здесь обманут, а тебя здесь обманывают. Поэтому я не знаю, опять же, может быть, они эти деньги пилили у себя в этих организациях своих, но... Но, в общем, в итоге вы в своей лаборатории пишете вот эту вот идею про то, что все НКО, которые берут деньги за границей, работают на проклятый Запад. Это становится тенденцией, и из этого вырастает, в общем, закон об иноагентах в том виде, в котором мы его теперь знаем, в котором мы теперь с тобой иноагенты. По нему, да. Нет, поэтому, слава богу, что я довольно быстро слился, поэтому, да, ну, попробовал и это, что называется. А об этом-то ты жалеешь? Да, конечно. Ну, с другой стороны, понимаешь, так легко сказать, да, жалеешь. Я думаю, что любые, в том числе провальные опыты в жизни, они в итоге тебя делают тобой. И, может быть, и без этого бы я был бы каким-то другим, более далеким от совершенства. В одном из интервью ты говоришь о том, что твое увольнение из «Коммерсанта» нанесло урон твоей психике и твоему здоровью едва ли не больше, чем нападение на тебя. Да. Это правда? Правда, абсолютно правда. А что такого в этом «Коммерсанте» было, что вот так вы все... Секта его не назовешь, все-таки слишком большое предприятие для секты. Но в целом, конечно, как бы культ, который, наверное, извне выглядит смешным, но при этом вот я, даже у меня до сих пор стоит твердый знак, если ты переписываешься со мной в Телеграме, да, вот как бы это эмоджи, которая меня характеризует. Но это действительно образцовая журналистская институция. Ну, они же придумали новых русских, да, для той страны, которая так и не случилась на самом деле. То есть они действительно были таким отчаянным экспериментом, как будто бы, да, вокруг небоскреба какого-то, ладно, делового, да, московского сити, а, грубо говоря, вокруг вот сотни тысяч обеспеченных интеллигентов с домом, садом и там, что должно быть еще признаком благополучия, у которых есть потребность в этой толстой газете, где не только деловые сводки, да, но и Ревзин, Татьяна Кузнецова про балет, там, не знаю, Лидия Маслова еще тогда про кино, или Трофименков, допустим, газета не случившейся страны.
За что тебя уволили в итоге? Я коллекционировал эти поводы формальные, которыми и мне в личных беседах, и публично потом, в нарушение нашего соглашения, по которому меня уволили, главный редактор Михайлин говорил, да, что работать надо было. В целом, в общем виде, за участие в оргкомитете Болотной и за выступление на Болотной в декабре 2011 года. То есть, когда потом там какие-то знающие люди стали говорить, это за Координационный совет, он был сильно после первого сигнала об увольнении, который, собственно, ну, как в начале Усманов как раз сказал, смотри, Кашин, да, ты выступал на Болотной, вообще за такое увольняют, но я тебя не увольняю. Ну и вскоре начался мой обратный отсчет о том, что я намерен уволить Кашина. Мне Михайлин сказал в марте 2012 года, я держался до ноября. Вот, это был очень неприятный период, и на мое место взяли уже человека, а я не уходил, и как-то мы боролись. Насколько понимаю, это была внешняя история, то есть как раз и внутри «Коммерсанта», и издательского дома «Коммерсант», и Большого Металлоинвеста, в общем, все были за меня, скорее, скажем так. Это правда, что в 2010 году, день после ночи, когда на тебя напали и чуть не убили, Парфенов абсолютно переверстал свою речь на первый и последний в истории России премии Листьева. Да. Сегодня утром я был в больнице у Олега Кашина. Ему сделали очередную операцию. Хирургически восстановили в прямом и переносном смысле этого понятия лицо российской журналистики. Что он должен был говорить об одном, сказал о другом. Это стоило премии ее существования, Парфенову карьеры, и сделало Парфенова твоим другом. Ну, я думаю, так и есть. К сожалению, последние годы как-то нас раскидали, в отличие от других сюжетов, там не было ни ссор, ничего, но просто, что называется, исчезли поводы созваниваться, но довольно долго нормально дружили, и не только премия Листьева исчезла, да, на этом эпизоде, но и памятник Зворыкину не открывали, по-моему, 2 года из-за того, что Парфенов в черном списке, а родня Зворыкина не понимает, почему памятник можно открыть без Парфенова, и он стоял накрытой какой-то тканью возле Останкина, да, до 2013-2014 года. В общем, ну да, нет, естественно, я Парфенову благодарен. Но вы с Парфеновым до 2010 года вообще не знакомы? Нет, были знакомы. Более того, он меня звал в «Ньюслик», когда он там работал. Вот как раз в тот период, когда я уходил из «Коммерсанта» в «Известия». Понятно, там, и кто я и кто он. Поэтому, да, знакомы-то были, но там, вряд ли он на вопрос, там, назови 10 своих знакомых, вспоминал обо мне. А когда я лежал в больнице, да, там Чекалова мне борщ приносила, варила. Мне было, вот, опять же, так, по тщеславию приятно, когда какие-то там мои молодые друзья, типа того же Азара, сидят у меня в палате, заходит Парфенов, приносит борщ. Как бы, ну, прикольно. А что ты почувствовал? Он же первый, кто у тебя взял интервью. Я как раз, да, я придумал эту штуку, потому что сам, беря когда-то интервью в таких же ситуациях... Там Ты особенно... придумал, что у тебя Парфенов будет брать Да, интервью? конечно. Приходится самому себя продюсировать. Я, во-первых, понимал, что если я буду давать интервью пачкой, да, то никому они будут не нужны. И в итоге, да, действительно, там, на меня до конца жизни будут показывать пальцем. Поэтому я сразу сказал, что дам одно интервью, а вот кому, как бы, вот Парфенову, да. И, соответственно, сказал об этом Вере Кричевской, поскольку, как бы, вот тоже она его обеспечила, скажем так, то оно вышло и на «Дожде», и в «Коммерсанте». Параллельно, я прямо помню публичные возмущения Светланы Миронюк, которая, оказывается, договорилась с Михайлиным о том, что РИА у меня возьмет интервью, и обиделась, что в итоге, по ее мнению, он перепродал меня Парфенову. В картине мира взрослых медиаменеджеров, да, как раз не бывает такого, что журналисты обладают субъектностью и относятся как к крепостным. Это, может быть, ее и погубило. Да, и на самом деле мало чем в жизни горжусь, скажем так, я человек скромный, но как раз совершенно не бесспорная история, что вот жертва, которая я, да, в итоге предпринимает там уже и годы спустя какие-то усилия по раскрытию правды, по противостоянию с злодеем, заказчиком преступления. Окей, проигрывает, уезжает, но тем не менее хотя бы попробовал. Потому что также знаю людей, да что далеко ходить, Иван Голунов, да, который в какой-то момент перестал за себя бороться, скажем так, и исчез. В какой момент ты действительно понял, что это Турчак? Очень поздно, но ровно потому, что в моей, опять же, наивной логике, если госслужащий тебе публично угрожает, то он будет идиотом, если будет подставляться, действительно что-то совершит. Более того, осенью 2010 года, до нападения, какие-то знающие люди в диапазоне от Никиты Белаха до Тины Канделаки давали мне понять, что он опасный человек, и что было бы как-то здорово с ним помириться. А я фыркал, Турчак. говорил, да, Турчак, фыркал, говорил нет, поскольку, да, у меня параллельно был конфликт с Якименко, которого я тоже воспринимал как опасного человека, поскольку его структура
которая покровительствовала группировкам футбольных хулиганов, да, в том числе тем, которые нападали на нацболов. Я, придя в себя, имел в виду вот как бы эти две версии и еще Химкинский лес, поскольку тоже чуть-чуть, но там в какой-то мере болезненно для властей для него писал, освещая атаку на администрацию Химок анархистами. Еще была версия про ругательную рецензию на альбом Земфиры. Не ругательную рецензию, смешнее про книгу. Примерно в те же времена, когда в моей жизни был Никита Иванов, Кремль, Тимофеевский, тоже на каком-то совещании прямо возник разговор, а вот было бы клево, значит, книгу о герое нашего времени. Да, вот я бы хотел написать книгу про Земфиру, говорю я, там кто-то говорит, ой, Земфира это пошлость, попса там и так далее. Вот давайте напишем книгу про Хлопонина или Зеленина, какого-то вот губернатора из тогдашних технократов. И я подумал, пишите, конечно, но я-то здесь при чем? А идею о Земфире в себе носил. И потом, познакомившись с издательством «Вагриус», я говорю, слушайте, а давайте я для вас напишу книгу какую-нибудь. Они говорят, а про что? Я говорю, вот биографию Земфира. Отлично, давай, тут же заключаем договор. Была в издательстве «Вагриус». Они сидели в здании на улице Правды, в новом брежневском здании, занимая этаж, причем пол этого этажа занимал кабинет главного редактора. Вот такой бесконечный кабинет с бильярдным столом, камином. Внутри этого советского здания выглядело очень по-пелевински, да, тем более Пелевина они издавали. Заключил этот договор и стал искать Земфиру, чтобы провести с ней серию интервью, на основе которого написать книгу. Встретились с Земфирой, она сказала, что пока народ не прочитал Гоголя, я не готова, чтобы была книга обо мне. На этом простились, я подумал, ничего страшного, напишу сам. Взял по слову Земфира архив российской прессы из Интегрума там, за 10 лет. И сел писать, понял, что получается тоска, такой тупой рерайт газетных каких-то, даже не сплетен, а просто, что писали о Земфире «Огонек» осень 99-го года. Не интервью даже, а просто статья о том, как московские школьники относятся к Земфире. Школьник Артур Смольянинов, как бы молодой актер, говорит, Земфира типа лохушка. Окей, хорошо, все это прочитал и как бы пересказал, но это такая плохая, неинтересная книга, которая, собственно, где-то вышла в этом Вагриусе уже вот на момент, когда он закрывался, и, слава богу, там я в магазинах ее не видел. У меня ее физически никогда не было, этой книги. Но годы спустя, как бы, когда действительно люди, размышляя, стали выяснять, ага, он про Земфиру книгу писал, понятно, он взял денег у Земфиры, Земфире книга не понравилась, и Земфира заказала покушать. Окей. Это Соловьев в том числе, конечно, рассказывал. Еще было из-за бабы. То есть, как бы такая... Из-за твоей жены? Нет, из-за какой-то жены. Может быть, какая-то замужняя женщина, с которой у меня был роман, и муж, который меня заказывал, что-то такое. Но, опять же, я не в смысле, что там какой-то заговор вижу. Просто есть рефлекс у российской власти, да, на всех уровнях. Даже до того, как разобрались, там, кто убил Немцова, непонятно пока, но давайте на всякий случай скажем. Из-за женщины, украинцы, там еще что-то, бизнес, чтобы было много версий, чтобы никто не знал правды, чтобы общий вывод был: история мутная, нам это не нужно, не интересно. Это так и с Боингом работало. И я думаю, на мне тоже вот этот отлаженный уже механизм реакции на меня так среагировал, чтобы как бы там мало ли что окажется в финале, давайте как бы сойдемся на том, что история с Кашиным мутная и сам он противный. А если сделать не мутный, то за что Турчак тебя заказал? Буквально за то, что я назвал его сраным. Чтобы был контекст, не в смысле, что я пришел к губернатору Псковской области и написал: ты сраный. Нет. Отправили в отставку нашего калининградского губернатора Буоса, который, если помнишь, в то время был, наверное, единственным губернатором, которого сверг народ. Весной 2010 года были массовые митинги против него. Я ездил, и тоже Калининград был прямо революционным городом. И Босс хороший губернатор, на самом деле. Реально очень хороший. След в истории он навсегда оставил от этой дороги. До недостроенного аэропорта. Начал же достраивать, по крайней мере. Да, вот клевый, нормальный. Мы очень большие снобы калининградцы. Мы каждого приезжего, на самом деле, презираем по умолчанию. И, в общем, да, Босса не любили, а я уже как такой полумосквич к нему с симпатией относился. И вот мой товарищ, калининградский журналист, комментируя у меня в ЖЖ увольнение Босса, пишет, типа: ой, был самый плохой губернатор в России. Я говорю: побойся Бога. Самый плохой возьми кого угодно. От Рамзана, как самого там типа сильного, влиятельного, до как бы самого никчемного, слабого, бессмысленного мажора. А зачем так длинно писать, если можно писать сраного Турчака? Вот. Это все? Это все, да. Вот. И пришел Турчак, потребовал извинений. Прям туда в ЖЖ? Даже туда в ЖЖ. Я перегруппировался уже и ответил ему большим текстом, что ваше назначение было пощечиной федерализму, значит, вы действительно как бы не заслуживаете того, чтобы быть губернатором, там бла-бла-бла. То есть вместо того, чтобы извиниться перед парнем, что ты его сраным назвал? А ты считаешь, вот надо извиняться? Правда. Я вопрос задаю. Я считаю, что не нужно извиняться. Это был бы не я, если бы ты называл. Я понимаю.
Это все, что было Всё, между да, вами. абсолютно, абсолютно. Да, я не верил в это, потому что действительно публичная угроза. И уже потом я в Фонтанке прочитал, что вот оказывается Турчаковский менеджер Горбунов, будучи уколотым сывороткой правды, признался, что заказчик Турчак. Я подумал, ну окей, наверное, если там еще будут какие-то подтверждения, придется мне перед Якименко извиняться. Ну, в итоге извинился. Они же хотели все-таки убить тебя? Ну, нет, я не думаю, что цель была убить. Я думаю, там, по факту, да, они дали мне массу шансов умереть. И в силу стечения... Сломанные пальцы. Пальцы, потому что голову закрывал, да, рукой. То есть не в смысле, там, чтобы не писал. Это как раз сломанные пальцы, сломанная нога и там челюсти, все такое. У тебя титановые пластины, да? Вот У здесь? головы железная, опять же, Нила это дико всегда впечатляет. А ты в рамках звенишь? Бывает. Если рамки чувствительные, то есть в немецких аэропортах звеню. Помню, в «Голос Америки» в Вашингтоне заходил, звенел. Но как бы И обычно... как ты им говоришь, извините, у меня в голове Да, титан? да, буквально, что такого. Но я не думаю, что я один человек. Вот я когда сюда на отпечатки сдавал тоже, там 10 пальцев нужно, у меня только 9. Как быть, да, в таком духе. А как ты говоришь, вы знаете, на меня покушались, потом у меня нет пальца, и голова титановая. Не, ну просто какая разница паспортисту, почему нет пальца? В аварию попал, ДТП. Или как я не был маленький, почему пальчика нет у папы, варежки не носил. Так говорил ребенок? Угу. Ладно. Ладно, извините, да, я понимаю, непедагогично. Начали мы с того, что правда ли, что увольнение было более болезненным. Ты правильно говоришь, что это было невиданное единство. Более того, согласись, что если бы это случилось сейчас, в ситуации, когда там с этими поругался, с этими не было бы такого единства. И... Это даже с Голуновым, в котором ситуация тоже была, в общем, довольно однозначная, тоже не было так. Но было сопоставимо все-таки, мне кажется. Я не романтизирую, да, первые полосы «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, потому что без, опять же, администрации президента их бы не было. Также я понимаю, что администрация президента не дала бы добро на эти полосы, если бы не было людей возле суда, если бы не было вот этого действительно всеобщего, ну, как бы по масштабам 2019 года, понятно, что 2019 год в сравнении с 2010, он, там, другое журналистское сообщество, уже гораздо более ослабленное, уменьшенное и так далее. Поэтому... Ну, ты гораздо больше мастер ругаться с людьми, чем Иван Голунов. И даже в 2010 году у тебя было достаточное количество и недругов, и недоброжелателей. Поэтому в том числе и в журналистском сообществе. Твой интерес к моему сталинизму, за что прям стыдно-стыдно. В 2002 году, что ли, я уже написал, вот проходил по Лубянской площади, там Соловецкий камень, я на него плюнул. Вот. Да, я помню этот пост. Вот, да. И, может быть, опять же, он в своем праве, но, естественно, для меня это обидно. Ты выходишь из комы и читаешь, там, в ЖЖ там все тебя жалеют, а художник, Дмитрий Врубель написал, эта мразь плюнула на Соловецкий камень, мне ее не жалко. Ну, не знаю, по-моему, как-то это несоразмерно. Как бы, а в целом, как раз, да, ты права, люди, даже с которыми были плохие отношения, альбац. Тогда, по крайней мере, еще не было такого озверения, как сейчас, и естественная реакция была сочувствие. Ты знаешь, я не думаю, что любой нормальный человек скажет, что правильно побили, правильно руки отрезали, правильно... Ну, говорят же по разным поводам, уже не про меня, да, поскольку там, слава богу, 15 лет прошло, но говорят, не знаю, когда выйдет это интервью, будет ли жив Тигран Кеосаян. Тем не менее, вот его клиническая смерть и кома, когда действительно всерьез люди обсуждают, спорят, и неоднозначный вопрос, да, а можно ли радоваться тому, что он в коме, черт его знает. Я, может быть, идеализирую прошлое, но мне кажется, там 10 лет назад такого спора бы не было. Мне кажется, что тотальная дегуманизация, которую, в общем-то, объявил и начал Владимир Владимирович Путин, да, она касается всех страт общества. Одна из таких магистральных мыслей в моей книге «Ничего хорошего», что не надо себе льстить. Никто по итогам этой войны лучше не станет, даже те, кто ощущает себя правым и там, гуманным, человеколюбивым и так далее. Реально, я лучше не становлюсь. Так за что тебя уволили в конечном итоге? Из «Коммерсанта»? Я полагаю, да, за участие в оргкомитете Болотной, за выступление на Болотной. То есть за дружбу с теми самыми людьми, которых ты презрительно называешь либералами и демшизой? В оргкомитете Болотной были и националисты, и коммунисты, и анархисты, и много кто еще, поэтому и люди, далекие от политического активизма, включая там, Парфенов, Акунин, да, соработничество с этими людьми. Сильно ты переживал? Я несколько ночей прям не спал, и действительно, я более того, я написал в какой-то момент, ну, там, пока я был доступ к корпоративному Фейсбуку, обращение к коллективу, типа, друзья, значит, помню фразу, у нас нет профсоюза, у нас есть коллектив, типа, творится беспредел, сегодня уволят меня, завтра вас. Потом подумал, как-то это унизительно, плюнул, вот, ну и, собственно... И что, стер? Ну, не стал публиковать, слишком жалобно. Если честно, вспоминал об этом письме, когда спустя
7 лет уволили. Ну, то есть уволили Ивана Сафронова и Максима Иванова, а потом за ними ушел весь отдел политики. Как раз вот тоже вот к вопросу о конфликтах. Меня именно отдел политики этот не любил, как там, условно говоря, какого-то любителя самопиара, да, который вместо того, чтобы работать, выступает на митингах. И немножко было ощущение, теперь-то вы поняли, что да, я правильно думал, когда думал, что уволят меня, потом уволят вас. Меня удивило в твоих показаниях по поводу нападения на тебя. Ты рассказывал в 2010 году о том, что мои отношения с отцом сложные, поэтому в те дни, когда у меня гостил отец, я старался возвращаться домой попозже. То есть это не была шутка. Это не была шутка. Я его очень люблю и надеюсь, он меня. Но до сих пор мы там по разным поводам прямо жестко выясняем отношения. Причем в разном диапазоне от того, что «ах, зачем ты плохо говоришь о российской власти, это же чревато какой-то опасности для тебя в Лондоне», до того, зачем ты так хорошо говоришь о российской власти, потому что родители у меня там плюс-минус либеральных взглядов, скажем так. Более либеральных, чем ты? Ты знаешь, как ни странно, да, я не уверен, что они меня похвалят за упоминание об этом, будучи советскими людьми. Еще прабабка сидела, я как раз ее тюремные мемуары недавно только всерьез изучил, и действительно они впечатляют, а прабабка, там, собственно, до своей смерти жила с моим папой, воспитала его в плане того, что будешь много болтать, посадят. Так у тебя отношения с отцом до сих пор такие сложные? Ну, они есть, да, но они сложные, конечно, да. С мамой попроще, но как бы ругаться приходится. А к твоим родителям сейчас приходят силовики? Не очень хочу на эту тему подробно, потому что родители опять схватятся за сердце, но когда там государство российское меня штрафовало за неисполнение обязанностей на агента, приставы навещали и вели себя, насколько понимаю, по-хамски, то есть буквально запугивали. А почему ты не соблюдаешь правила иноагентов? Я считаю этот закон противоправным. Не, ну слушай, а почему я должен его соблюдать? Люди, которые его соблюдают, я с пониманием отношусь и к этому. У кого-то собственность в России, да, у кого-то счета, у кого-то, кто просто живет в России, это мрак полный, я наблюдаю таких иноагентов. Мы в своих этих самых иммигрантских псевдостраданиях на эту тему просто неприлично себя ведем по отношению там, к Эльвире Вихаревой, которая не может иметь счет в банке, да, и живет на какие-то копейки и собирает их в Фейсбуке, составляя потом отчеты об их расходовании для Минюста. Я понимаю, что у человека, который пишет этот большой текст, есть какие-то серьезные основания. У меня этих оснований нет, у меня ни собственности нет, ни счетов в России нет, поэтому... Как говорится, могу себе позволить. Много людей, которые против тебя, в том числе Владимир Соловьев, говорит о том, что ты находишься на содержании у жены. Хотелось бы прояснить этот вопрос. Сколько ты зарабатываешь? С некоторых пор это публичная история, в том смысле, что я живу на средства от подписки на мой платный телеграм-канал. И более того, вдруг, да, если кто-то меня видит впервые, подписывайтесь, друзья. Подписка стоит 5 евро в месяц, и подписчики у меня на старте, на самом деле, было около 2000, сейчас около 1500, потому что, насколько понимаю, по фидбэку отваливаются россияне, которые боятся с иноагентом взаимодействовать, хотя, насколько понимаю, это даже законно по нынешним репрессивным законам. Ты еще даже не террорист. То есть я мог бы, опять же, как некоторые мигранты говорят, да мне плевать, там, записывать куда хотите. Нет, я понимаю, что это создает какие-то сложности. И даже вот там книгу мою, вот она выходит, я могу ее продавать в России, когда террорист уже будет сложно. Поэтому нет, еще раз говорю, все у меня прозрачно, моя бухгалтерия, YouTube денег не дает, особенно после блокировки его в России, да и подписчиков у меня там не какие-то миллионы, поэтому где-то вот на 7000 фунтов в месяц живу. В интервью Собчак ты говоришь, что ты зарабатываешь 5000 фунтов в месяц, сейчас уже 7, это да? было, да, интервью Собчак было 3 года назад, но как-то растем, и на самом деле, конечно, динамика подписок радует. У жены зарплата чуть побольше, но порядок тот же. Просто у нас и структура расходов разная. Она оплачивает жилье, я оплачиваю там еду какую-то повседневную, что вчера покупал. То есть у вас бюджет не общий? Ну, что общее, ну, там, разделение, там, кто на что тратит, оно вполне такое сложившееся, стихийно, скажем так. Я, в общем, вне стрима тебя чуть ли не впервые вижу без ребенка на плечах. Да, это правда. То есть все годы Нила, первый, по крайней мере, Новосельцев был и да. И отцом, на самом и матерью. деле, это тоже в моменте кажется там, ужас, дискомфорт, кошмар. А почему? Это было твое сознательное решение, что ты главный человек в его судьбе? Ну, во-первых, да, вот опять же система, да, существования в семье, когда жена ходит в офис, я работаю дома, она была и до рождения ребенка, поэтому все довольно стихийно. А во-вторых,
наблюдая даже других родителей с нянями там, и со всевозможной логистикой, я всегда этому ужасался. Мне казалось всегда, что да, это как бы, если уж могу себе это позволить как бы организационно, то кто, если не я? Когда вот там, не знаю, особенно он маленький совсем, там год, его укладывать, спать, там, типа, не знаю, кормить, все дела, бесит, конечно. В какой-то момент у него была дурная привычка где-то в год или даже меньше, когда ему кажется, что на него не обращают внимания, засовывать 2 пальца в рот, и чтобы тошнить. И однажды такое у меня было, когда я беру вот по скайпу интервью Геннадия Гудкова, тоже, как сейчас помню, бедный Геннадий, а за камерой, да, стоит мой ребенок и блюет. Когда это происходит, тебя это бесит. Когда об этом рассказываешь спустя, там, не знаю, 8 лет, 9, это кайф, это прикольно, что я это своими глазами застал, а не какая-то незнакомая тетка-няня мне рассказала, когда я замученный вернулся с работы. Поэтому как раз вот дошкольные годы, которые мы с ним действительно провели тотально вместе, это там, в иерархии моих жизненных событий, наверное, номер 1. Это правда, что ты участвуешь в том, чтобы он смотрел русские мультфильмы, русские фильмы, читал русские книжки и вообще рос русским человеком, хоть и за рубежом? Настолько жестко нет. Мы переехали, ему было чуть больше года. Он не говорил там где-то до 2 с чем-то лет. Ну, там возникает какая-то детская речь, да, с эксклюзивным языком, который только ему понятен. А потом, посещая дважды в неделю ясли английские, на 3 часа в день, по-моему, да, он начал говорить по-английски. И меня, как вот русского человека, это испугало, потому что, боже мой, действительно... То есть не обрадовало, а испугало? Да, мне должно обрадовать, что вот наш там, типа, малыш говорит по-английски, вау, типа, какой он крутой. Нет, именно что, подожди, а со мной на родном языке он будет разговаривать? И мы его здесь отдали раз в неделю в русскую школу, которых здесь много на самом деле. Она сделала ему ту самую прививку, когда он там может со мной поговорить какими-то цитатами из «Бриллиантовой руки», условно говоря, которую он не смотрел. Или сказать что-нибудь еще. Но к вопросу того, что ты говоришь, там папа отвечает за русскую культуру, мама за английскую. Да нет, на самом деле все вперемешку. И сам он, то есть на самом деле тоже там другие родители косо смотрят, у него с экранным временем ограничений, скажем так, нет с давнего детства. И я вижу, как он сам... Просто, я думаю, да, из тех соображений, что он может смотреть там русский контент, но он не сможет его обсудить с друзьями, одноклассниками. И он сам переходит с русских блогеров на английских. Процесс, наверное, нерегулируемый. И единственное, на что я с тоской смотрю, на те русские книги, которые я люблю, которые я вожу с собой по всем странам, где я жил, и пополняю до сих пор их набор. И понимаю, что ему-то они не пригодятся вообще никак. Даже там вот то самое первое издание Солженицына, где еще Иннокентий не про ядерные секреты говорит, а про лекарства, да. А что бы ты хотел, чтобы Нил знал про твою страну и про твою работу? Я пытаюсь просто ему иногда объяснять, чаще безуспешно. Если мы сталкиваемся с какими-то укорененными в местной культуре элементами русского наследия, типа Щелкунчика. Я ему объясняю, что это русское, он понимает, что может похвастаться этим перед теми одноклассниками, которые там, ему хвастаются своими достижениями своих стран. Это тоже в порядке вещей, в этом нет никакого особенного шовинизма. Ну а про профессию, да, на него производит впечатление книги. Более того, когда вышла последняя моя книга «Большой стиль», я Нилу ее принес, говорю, вот помнишь, к вам писатель, да, в школу приходил, вот если бы мы жили в России, я бы к тебе пришел в школу, хотя, говорю, если бы мы жили в России, я бы сидел в тюрьме и в школу бы к тебе не пришел. Кстати, интересно, да, как вот этот момент в истории России, когда мы перешли от митингов за честные выборы к митингам свободу политзаключенным. Это было очень быстро, между прочим. Та же серия митингов, которая началась в Болотной, с этой же сценой, с меняющимся за спиной плакатом, но от одного дизайнера, не знаю, кто его рисовал, но одним и тем же шрифтом было. Как началось Болотное дело? Май 12-го, то есть первый митинг за выборы, это 10 декабря, через полгода уже большая партия политзаключенных. То есть вот, пожалуйста, вот зазор полугодовой, когда было ощущение, что вот страна на пороге перемен. Перемены же случились, да, но не просто к худшему. Нил будет считать себя русским? Ну, он и сейчас считает себя русским, но в целом как бы понятно, что надо в тинейджерские годы ждать каких-то вспышек в этом смысле. Обычно у тинейджеров, подростков возникает вот эта история «моя родина там, я теперь туда поеду». Это вот у моей жены как бы колоссальный страх. У меня тоже, наверное, может быть, в меньшей степени. Тоже Иван Гершкович в какой-то мере такой подросток. Я понимаю, да, как бы... пафос родительской ответственности, но как бывший ребенок я также понимаю, что многого в жизни удавалось добиться вопреки родителям, поэтому нужен какой-то баланс, по крайней мере. А ты сам про себя считаешь, что ты кто? Я пытался, да, называть себя русским писателем,
Вот, и понимаю, что это слово как-то не ложится на кончик языка, да, что называется, что-то не то, хотя люди, написавшие меньше, уверенно называют себя писателями там, и несут это по жизни. Наверное, все равно журналист, вот чаще сейчас говорят публицист, хотя в нашей иерархии, по-моему, это такая более уничижительная история, потому что я сам застал, когда вот именно журналистом можно было считать только репортера. Трудно спорить со всеобщим мнением. Поэтому как раз переходя на колонки, спасибо опять же Демьяну, который когда после покушения, я в общем не знал, что с собой делать, когда, извини, ты едешь на репортаж куда-нибудь там в глубинку, а потом на ленте «Коммерсанта», на фотоленте обнаруживаешь фоторепортаж, где по теме 3 фотографии, а по теме журналист Олег Кашин, переживший избиение, посещает пастбище в Ставропольском крае. Типа «Коммерсант» эти фотки продает, ну как бы не знаю, да, тогда мне это очень не нравилось. Я слышала, что ты их сам покупал. Я сам покупал, конечно, да. Зачем? Ну, во-первых, как бы, чтобы были хорошие фотки. Я не так много в жизни профессионально меня фотографировали, поэтому, да, я покупал, и мне пишет продающий их человек, а заходи в контору, там мы тебе распечатку дадим, а я уже в Лондоне живу, поэтому как-то в контору не зайду, да. Ну и вот, и Демьян говорит, ну вот на радио, да, давай каждый день по колонке. Вот я подумал, что такого, оказалось сложно, но вот эти 2 года на радио «Коммерсант» меня в итоге научили просто писать, вне зависимости от того, есть у тебя настроение или нет. И в итоге это выручало, когда уже возможности, где бы то ни было, системно работать не было. И до сих пор так живу. Вот буквально спасибо тому демьяновскому пинку под зад буквально. Ну, когда я спрашивала, кто ты, я имела в виду скорее, кто ты, откуда ты, как ты себя идентифицируешь. Ну я русский, конечно. Ты русский в изгнании, ты русский беженец, ты... Кто ты? Да, если повторять какие-то пошлости, которые обычно говорят иммигранты, мы не в изгнании, мы в послании. Не готов всерьез говорить, потому что кому мы что посылаем, нет, конечно, мы внутри себя. И я бы там, называя себя, конечно, русским лондонцем, я бы все-таки сузил до вот того сообщества, которое вокруг меня сложилось. Оно меня спасает, конечно, уже много лет и от кэнселинга, и от цензуры, и от всего. Те люди, которые, кто со времен ЖЖ 20-летней давности, кто со времен «Коммерсанта», кто с недавних времен, с начала войны, потому что вот на самом деле с этой, как сказать, неоднозначной позиции, когда и для тех враг, и для этих враг, оказываешься нужен тем, кто тоже понимает, что обе стороны далеки от совершенства. Понятно, мы не уравниваем агрессора и жертву, но тем не менее людей, слепо лояльных Украине, сегодня, наверное, меньше, чем 3 года назад. Более того, они вызывают даже уже не сочувствие, а скорее презрение, потому что в нынешнем положении, когда бусификация, вот все вот это, немножко без лицемерия здесь не обойтись. Понятно, что и Z-человек будет мега-лицемером сегодня, но и тем ценнее эти люди, которые, не принимая ни то, ни другое, остаются со мной. Они понимают, что я не предам, у меня подвоха нет, ни в интересах каких бы то ни было тайных сил, даже добрых, я не работаю. Это несколько тысяч человек, кто-то просто смотрит меня на Ютубе, а кто-то платит мне деньги за мои статьи. На эти деньги я живу. Я очень рад, что нашел себя. А пожертвования – это единственный источник твоего финансирования? Я возражу. Пожертвования нет, донаты – это другое. Это вот ты, как, между прочим, да, что меня прямо до слез, да, доводило, когда Константин Крылов, идеолог русского национализма, в последние годы жизни регулярно писал, что вот не на что поужинать, друзья, переведите мне денег, да. Это унизительно, это несправедливо, это горько. Я не зарекаемся, естественно, ни от чего, но я тупо так не умею. И мне важно не просить о помощи, а продавать свой продукт, который я делаю много лет, в котором я уверен, за качество которого я ручаюсь, и я продаю подписки. Подписная система, я считаю, для медиа, особенно вот в нынешних тяжелых условиях, когда война, когда куча интересов, когда грантодатель, как правило, оказывается и тем, кто диктует редакционную политику, только подписная модель может гарантировать независимость. Поэтому я за нее Твои цепляюсь. подписчики, которых ты сейчас так нахваливаешь, это и есть твой работодатель. Да, конечно. И ты надеешься, что это будет, может быть, первый работодатель в твоей жизни, который тебя не уволит? Они могут уволить буквально, потому что, и это тоже, когда еще я наблюдал за этим со стороны и писал некролог про Аркадия Бабченко, я ставил ему в упрек, что, будучи зависимым от аудитории, он иногда не может сказать что-то, что ей неприятно. Не могу поручиться, что я для себя избежал этой проблемы, но поскольку с этими людьми мы прошли через многие испытания, включая и конфликт с Фондом борьбы с коррупцией, и украинскую историю, и довоенную, и повоенную, скажем так, наверное, чтобы человек
из нынешней моей аудитории, да, во мне разочаровался, должна быть не одна какая-то импульсивная штука, да, ах, Олег сказал что-то не то, а нечто последовательное, системное, то есть, условно говоря, если бы я ему капал на мозги, что ты русский должен платить и каяться. Но все эти твои друзья, они в основном виртуальные. Здесь, внутри Лондона, у тебя круга общения нет. Нет, почему? На самом деле не люблю, когда мой офлайновый круг общения проникает вот в этот густопсовый мир, потому что ну, ты начинаешь по-особому относиться к человеку, да, оберегаешь его от срачей внутри этого коллектива, от каких-то там коллизий, и в итоге ничем хорошим не заканчивается, поскольку там в этих разных уровнях подписчики платные, мой закрытый чат, аудитория Ютуба, люди там вплоть до свадеб и каких-то похорон, условно говоря, уже прошли этот путь, ну сложно, да, вот буквально управление большим коллективом. Я рад, что моя жена не смотрит мои стримы, статьи мои читает от случая к случаю в таком духе, и я ей могу что рассказать, как бы, чтобы она знала, если была погружена, да, потому что в стриме рассказывал об этом уже позавчера. Из твоей продуктивности, я думаю, что если бы твоя жена смотрела твои стримы... Она бы не работала и не содержала бы меня, как говорит Владимир Соловьев, да. А у вас с Соловьевым что-то личное? Почему? Ты знаешь, у меня есть теория, что как раз когда было на меня покушение, была его программа, которую, ну, очевидно, там, его заставили сделать, там, поскольку, ну как, задание Медведева, и был поединок без поединка, без дебатов, когда все рассказывали, какой я клевый и как меня жалко. И он должен был тоже это говорить. И я думаю, для него, как для человека, который себя высоко ставит, это было унизительно. И это наше первое соприкосновение в жизни. И вот с тех пор он его как-то прорабатывает внутри себя. Потому что, конечно, в его судьбе вряд ли я какую-то роль еще мог сыграть. Но он в моей пытался играть, и мои 2 или 3 изгнания с радио «Комсомольская правда». Надо отдать должное покойному Владимиру Сунгоркину, главреду. На каждое удачное изгнание 10 попыток меня зацензурить, запретить отбивал. Он в этом смысле был безумно крутой, дрался как лев. Но в итоге Соловьев одно из имен, второе Симонян, которое привело, да, к моему исчезновению из этого радио где-то за год, по-моему, до войны. А они требовали это на своем уровне? Или... Громова. И как они аргументировали? Одним эпизодом было то, что я в соцсетях выложил, даже в соцсетях, картинку, где карикатуру. Портрет Сталина накладывается на портрет Гитлера, и между ними появляется Путин. А это типа харам. Ну как бы, а в целом, ну как, враг России, там, не знаю, работает на Ходорковского, потому что живет в Лондоне, да? А не было у тебя ощущения, что в какой-то момент вот у госсми, а я все-таки считаю, что «Комсомольская правда» конечно, это госсми, абсолютно, да? А твое сотрудничество со Скобеевой, твое появление на телеканале «Россия», это была какая-то попытка, может быть, их переманить тебя на свою сторону? А это моя попытка, моя инициатива, как раз которая закончилась «Комсомольской правдой». То есть я понимаю, что на телевизионных каналах... То есть это которые... не они хотели тебя купить, а ты сам хотел туда проникнуть? Ну, не продаться, да, как бы, и мне не платили же за эфиры на России, да, и та же «Комсомолка», в общем, каких-то денег ощутимых не приносила. Нет, у меня года за 2 до этого, где-то в окрестностях чемпионата по футболу, возникло вот это ощущение, да, вот мы там, условно говоря, антипутинская публика, такие клевые, варимся внутри себя, деградируем, повторяем одно и то же. Меня реально пугало, что... повторяя одни и те же, еще раз повторю, правильные слова, ты превращаешься в болванчика, который как бы понимает, да, чего от тебя ждут. А может быть, ты превращаешься в последовательного борца за свои ценности? Ну, покажи мне этих борцов, которые бы сегодня восхищали. Там, я не хочу как-то трепать имена. Ксения Ларина, вот окей, был бы я Ксения Ларина, я думаю, тебе бы не пришло в голову со мной разговаривать. Поэтому выйти за пределы этого пузыря я прямо... уже живя здесь, на каком-то этапе видел... Ксения Ларина все-таки не политический деятель. А какой? Ну, она политический спикер, как и я, да, то есть мы все ютубные говорящие головы, да, КАЦ, ютубная говорящая голова, ФБКшники, говорящая голова, все примерно в одном положении. И мне казалось, что... надо выходить за пределы, в том числе у меня был опыт еще 20 лет назад, колумниста в газете «Жизнь», которую читали все бабушки. Предшествовавший мне автор, такой очень хороший мужик, чеченец Лёма Шахов, Лёма Шахбулатов, но поскольку чеченец в популярной газете не прикольно, у него была фамилия Шахов в этой газете, чтобы Леонид Шахов, к вопросу о бытовом расизме. Он меня наставляя сказал, нужно писать языком крестьянина. Казалось бы, это просто. Оказалось, нифига, не просто. Оказалось, это гораздо сложнее, чем написать там гигантскую простыню в духе Аббаса Галямова с какими-то политологическими терминами. И вот это была неудачная, скорее, школа. Я так и не смог стать любимым автором той аудитории, которая шла читать про бабушку Гуфа, да. Но, по крайней мере, в моем сознании
да, представление о том, что где-то есть широкая аудитория, с которой можно подобрать ключ разговора и разговаривать с ней уже на каком-то другом уровне, она во мне и тогда жила, и до сих пор живет. И даже хвастаясь, да, перед тобой своим пузырем, который я себе любовно обустроил, я понимаю, что если бы этот пузырь состоял из там десятков миллионов людей, у меня поехала бы крыша от этого мессианства, там, пасти народа и так далее. Поэтому нет. Как ты со своей второй женой познакомился? Вы же вообще из разных сфер. Это удивительно, что никто не понимает, как может какой-то журналист, вовлеченный в сугубо журналистскую жизнь, познакомиться с кем-то за пределами. Я помню одно из моих заданий, первых прямо в Калининградской газете. Пришли в редакцию дети, пожаловались, я пошел выяснять, что такое. Дети рассказали, называлось что... письмо позвало в дорогу. Да, в цирке видели они случайно, как дрессировщик избивает корову палкой по морде. И я пошел как бы это выяснять. Естественно, цирковые все отрицали, хотя, конечно, избивал. Помню фразу «эта корова умнее вас», потому что она умеет считать, а умеет считать, потому что ее бьют. Но что меня поразило, я впервые вот был там за кулисами цирка, там вот эта пара, они какие-то там муж и жена, а родители их тоже были у обоих мужья и жены друг друга, а вот эти как бы все поколениями между собой, не выходя за пределы цирка. И что-то такое в журналистском сообществе московском, по крайней мере, тоже было. А, наверное, вот та моя медийность после покушения, когда меня стали узнавать другие люди, и я ехал по Москве в ОМОНовской машине с охраной, и в рамках своего тщеславия проверял твиттер по слову Кашин. И вижу, некая девушка пишет, что типа еду по Тверской в пробке, типа, а там и тут ваш Кашин, блин. И слово за слово как бы познакомились, договорились встретиться, и как бы так и живем. Вот это да. Еще в одной европейской стране живет один кинематографический менеджер, который тогда, собственно, сыграл, наверное, ключевую роль в моем браке, в том смысле, что, да, вот первое свидание, ну, как бы, понятно, там, попьем чая, разойдемся. А за мной как раз охотился журнал «Сеанс», которому я обещал набор рецензий на какие-то фильмы. Они никак не могли мне отдать диски. Вот через этого Борю они передали, и он тоже меня ловил. Я говорю, вот я сейчас сижу в кафе «Бублик» на Тверском бульваре. И, соответственно, вот я с будущей женой сижу, разговариваю, приезжает Боря, вручает мне пачку дисков, и я говорю, девушка, а вот новые фильмы, которых никто не видел, пойдемте посмотрим. Мы с тех пор вместе живем. В Швейцарию вы уезжали, потому что твоя жена Таня получила получила там работу. Да, потому что моя жена получила там работу, да. А в Англию вы уезжали почему? Финально, потому что моя жена Таня получила здесь работу, но так хронологически, потому что когда мы вернулись из Швейцарии, думая, что навсегда вернулись в Москву, я как бы не то, что обнаружил, я в этом участвовал. Это была такая сложная, структурно сложная история с участием ФСБ, Следственного комитета, прессы, правозащитников, адвокатов, бывших участников, собственно, этой банды Андрея Турчака, которые выбрали свободу, скажем так, и очень мне помогли. Раскрылось мое дело. Оказалось, заказчик нападения на меня тогдашний псковский губернатор Андрей Турчак. И я с полугодовалым ребенком там бегаю между приемной, опять же, ФСБ, какими-то явочными кафе и «Новая газета», и еще какими-то местами. Параллельно, да, и параллельно детская поликлиника, делали электрофорез, тоже наложилось, как сейчас помню. Турчак, ребенок, как бы там еще какие-то бытовые штуки. И в какой-то момент, когда там один из этих прямо ключевых бандитов, которому из-за того, что я поднял шум, на один день продлили арест. Потом его отпустили. Горбунов, который оформлял как бы нападение на меня как гособоронзаказ. Что, зачем тратить свои деньги на киллеров, да, если можно из бюджета получить на нечто секретное. Он передал мне, что не простит мне этого. То есть мне, да, человеку, который уже от него пострадал, он что-то не простит. Это потому, что ты опубликовал результаты расследования на один день раньше? Не на один, на самом деле, на неопределенное. Нет, потому что как раз мне достались эти обвинительные заключения, протоколы допросов, а в финале и видеодопрос, где как бы главный, который меня бил, рассказывает о встрече с Андреем Турчаком. А как они тебе достались? Хороший вопрос. Вообще это трудно объяснить. Ты хоть русская, по крайней мере, да? Но вот я сталкиваюсь с тем, когда приходится это иностранцам объяснять. Была политическая установка от президента Медведева, как бы это сейчас ни звучало, раскрыть дело. И ФСБ честно работало. А что такое ФСБ работает честно? Может быть, оно должно добывать какие-то неопровержимые доказательства, которые для суда, которые там адвокат обвиняемого не может разбить, как там, не знаю, в романах Джон Роулинг. Нет, ФСБ по понятиям, да, ищет доказательства, чтобы понять, типа, кто виноват. А как кто виноват? Зацепились за одно имя, мелкого абсолютно с ложки, похищают его, вывозят в лес, да, избивают, выбивают из него какую-то правду. Потом выходят на других людей и, соответственно, тоже, чтобы оформить протоколом, а давайте вы как-то выбьете из этого Горбунова
признания, потому что нам его не хватает. Эти, соответственно, люди в рамках игры ФСБ похищают Горбунова и выбивают вроде бы из него признание, хотя его признания я не видел. Но потом меняется ситуация, и обещание Медведева уже перестает что-то значить. Мне об этом тоже ФСБшники говорили прямым текстом в 2011 году, что вот в марте, да, вернется Владимир Владимирович, а он тебе ничего не обещал. И наступает март, как бы дело до суда еще не дошло, и выясняется, что похищение Горбунова оказалось, собственно, личной инициативой людей, которым ФСБшники это поручили. И в итоге эти мои исполнители сели за похищение Горбунова, и никаких как бы закулисных договоренностей не было. Это правда, что если бы Медведев остался президентом, то дело Турчака было бы доведено до конца? Не знаю. Но из того, что тогда мне говорили буквально ФСБшники, которые занимались сопровождением дела, да, вполне. Медведев, опять же, мы не знаем в реальности, какой он на самом деле, потому что видели его разным нынешним блогером, тогдашним этим либералом, да. Но мы помним его как человека, снявшего Лужкова, человека, воевавшего с Грузией, в общем, человека, который что-то может делать жесткое, и представить его сажающим Турчака я, на самом деле, могу. Турчак сын друга Путина, не сын друга Медведева, да, поэтому почему нет? То есть в России и той, и нынешней важно, чей ты сын. Ну, получается, конечно. То есть, а да, не что ты сделал. Одно дело там друг Путина, а сын друга Путина – это следующий уровень. А показания-то кто тебе передал? Один из них, который сумел улизнуть, он сделал выбор в пользу публичности. И как раз вот его инициатива была, когда он вышел на адвокатов Агоры летом 2015 года. И вот здесь уже все заверте. И в какой-то момент несколько информированных, влиятельных людей, включая Дмитрия Муратова, из того, кого я могу назвать, мне сказали, ну вот сейчас очень напряженная история. Бастрыкин, который за Турчака, и Бортников, который за меня, поехали к Путину в Сочи, и вот сейчас они решат, значит, что делать. Но в итоге Путин выбрал Турчака, естественно. А почему Бортников был за тебя? А черт его знает. Может быть, всерьез, да, там Турчак, это семья Турчаков, это деньги, Петербург, холдинг Ленинец, может быть, там у ФСБ был какой-то интерес отжать. Там же, за Турчака же Ростех, Чемезов и Матвиенко, почему-то понятия не имею, в чем там дело. То есть, иными словами, один из участников похищения и избиения Горбунова со стороны ФСБ выбрал свободу. Он буквально уехал в Америку потом. И я писал в Госдеп, типа, помогите ему с убежищем. И он тебе передал все эти документы? передал. Он передал первые документы, а потом уже пошла цепочка. Жена одного из нападавших, которую потом перекупили, подарили ей квартиру, она замолчала. Но пока как бы мы с ней общались, собственно, она меня и с ним как бы заочно свела. Ну, в общем, это действительно такая история драматичная. У друга была квартира в Южной Европе, как раз пустая. Мы поехали вначале к нему, но долго жить в гостях неудобно, и просто сняли на Airbnb квартиру в Таллине. Так, собственно, Нил перестал потреблять грудное молоко, к вопросу, опять же, о роли политики в судьбе одного конкретного ребенка. То есть ты был с ребенком, а Таня оставалась... оставалась в Москве работала, у нее работа была, да. Она как бы там в своих кругах говорила, что там, дайте мне где-нибудь работу за границей, чтобы я смогла воссоединиться с семьей. Мировая часть, международная часть резонанса, она убеждает каких-то людей, что вот там, когда в газете «Вашингтон-Пост» написано там типа, то, наверное, стоит как-то сложить в себя ответственность за то, чтобы эта семья жила в Москве, а то этого Кашина убьют, кто будет виноват? Там мистер Смит из нашей компании. Давайте уж от греха подальше действительно им найдем что-нибудь. И в итоге, да, нашли здесь, ну, как говорится, не худшее место. Я был в Лондоне раньше как моряк, а Таня не была никогда в Англии, жили поначалу за городом, в моногороде, где уже умер завод. И тоже первое мое знакомство с Великобританией в жизни здесь. Это не Биг Бен, там, не Букингемский дворец, а вот такая унылая депрессивная провинция, что тоже, конечно, на самом деле располагает к любви. Твоя реабилитация после нападения выглядит тоже как довольно приключенческий фильм. В конечном итоге ты серьезную реабилитацию проходил в Израиле. Ну, на самом деле, она была там уже финальные штрихи. Ключевое лечение было все же в Москве. И спасибо и Медведеву, и Алишеру Усманову, и там всем людям, которые в этом участвовали. Дело там даже не в том, что кто-то кому-то давал указания, а просто вот как бы система восприимчива к сигналам. И того, что Медведев публично говорит, какой кошмар Кашина избили, влияет на то, что даже там не знающие обо мне какие-то чиновники департамента здравоохранения мэрии Москвы отдают распоряжение, чтобы лучшие ресурсы были брошены на его лечение. Не знаю, соприкасалась ли ты с этим центром спортивным. По-моему, это как раз главное средоточие вот того пресловутого допинга, который потом станет поводом для скандалов. Потому что я не знаю, чем меня кололи, где они брали эти препараты. Они совершали какое-то чудо. То есть, условно говоря, у меня сегодня нога не шевелится, мне что-то вкололи, завтра я бегаю по потолку. Вот, это было клево. А в Израиле уже, да,
да, учили ходить, не хромая, руку разрабатывали и так далее. То есть как раз уже такая тонкая настройка. Но это было в центре, где лечились израильские военные. Израильские военные, да, которые наступают на мины, им отрывают руки-ноги, да, вот такие были люди, ну разные были люди. Со мной в палате лежал мужик из ДТП, и тоже вот спрашиваю у него, а почему у тебя нет ноги? Авария, и он отвечает, авария, дочь мента. И ты сразу понимаешь, в каком году человек уехал. Там же был дед, который меня заинтересовал, потому что когда на гольф-каре по территории проезжал какой-нибудь сотрудник, он любил клюкой сам на инвалидной коляске цепляться за эту машину и, соответственно, ехать с криком «Воронеж, хуй догонишь». Я говорю, в каком году вы уехали? Он говорит, в 55-м. Я говорю, как в 55-м? Он говорит, ну вот я жил в Литве, и я отдал дом какому-то оперуполномоченному, который мне разрешил выехать из Советского Союза. Ого, думаю, даже бывает такое, то есть не знал. Нет, впечатлений было много, и встреча с Медведевым, конечно, тоже. Вот я хотела сказать, что туда, в этот госпиталь, к тебе приезжает ко мне, целый Медведев. нет, он приезжает отдельно по своей программе, а я приезжаю туда, где он, потому что тоже я об этом слышал, опять же, кучу мрачных легенд, что это было, а было то, что в свободное время я проводил, и опять же там, можно не спрашивать даже, а потом поссорились с Женей Примаковым, который тогда был просто журналистом Первого канала. И вот мы едем с ним там откуда-то, не знаю, с Мертвого моря. Ему звонит Тимакова, говорит, вот так и так, там через неделю приезжает Медведев, типа, будьте готовы снимать. Я думаю, клево, типа, Медведев будет, а я здесь, а он там обо мне отзывался тепло. И написал Тимакова, а можно? Она говорит, да, он тем более сам хотел пожать вам руку, приезжайте, вас будут ждать. И приехал, как бы, да, поприсутствовал на его встрече с Махмудом Аббасом, а потом мне сказали, стой здесь. Я постоял час, наверное, под какими-то снайперами, потом подошел Медведев, мы поболтали. Я написал заметку с пересказом нашего разговора, потом ее запретили публиковать, потому что разговор был частный, но как бы там какие-то ключевые моменты, в смысле, там, желаю вам сохранять свои принципы, я процитировал. Тебе в 2010 году стало понятно, куда катится мир, в котором человеку ничего не бывает, за то, что он публично пытается кого-то убить, и все, в общем, об этом знают? Ты знаешь, это не попытка ложной скромности, но меня в этом смысле перепахало дело Магнитского, смерть Магнитского, которая была за год до этого. А еще до этого также 7-й год, на самом деле, когда тоже, по сути, известно кто, потому что он звонил и говорил, за мной идет опер Окопный, да, Окопный, известный всем по митингам, да, забили до смерти Нацбола в Серпухове Юрия Червочкина. И я писал про его судьбу, про его жизнь и смерть. Если там перебирать какие-то эпизоды, которые не позволяют тебе как-то вообще уважать российское государство, то они скапливались, конечно. Ну и вообще само насилие на высоком уровне, там, убийство Немцова, ну там, понятно, это там Кеннеди убили, все, ну бывает, политиков убивают. Когда насилие вот такое... Кеннеди убил сумасшедший. Ну, там, опять же, это уже детали. Мы понимаем, что жизнь политика такова, что тебя могут убить. Большого политика. Когда насилие, оно вот именно такая повседневность, да, одно время вот моя приятельница делала сайт, «Русская была», и колонка тоже «Странная эпидемия, которая косит задержанных в российских УВД». Тогда МВД как бы довольно честно ежедневно сообщало: в таком-то городе человек задержан, легочная недостаточность, умер. Не было дня, чтобы кто-то не умирал в ментовке. Понятно, что это там забивают до смерти, душат. Или вот калининградский футболист якобы был пьян на улице, мало ли что был пьян, может и был пьян, посадили обезьянник, пристегнули наручниками к батарее, батарея, значит, прорвалась, его залило кипятком, он сварился заживо. Да? Какие-то такие эпизоды, которые вот, да, ежедневно происходят, поступают, и вот они лицо государства, безусловно. В какой-то момент ты понял, что это никак не исправишь уже, все? Я сейчас в глубине души думаю, что можно исправить. Федерализация какая-нибудь, там, не знаю, местное самоуправление под каким-нибудь, уж не знаю, каким инопланетянским контролем, судебная система, выстроенная с нуля. Ну, все возможно, но в конце-то концов, там есть какие-то страны, где тоже был зловещий кошмарный тоталитаризм когда-то, а потом ничего, живут. Да. Ну, тут тоталитаризм плюс развязанная война. Нет, я даже советский имею тоталитаризм, наверное, там поколение нынешнее правящее, им травмировано тоже. Но и война закончится, да, и люди, которые вернулись с войны, может, наоборот, они будут там ветераны ВОВ. Ветераны ВОВ защищали свою страну. Они защищали Сталинград, на самом деле, все-таки. И я далек какое от того, обобщение. По факту. Битва Магадана и Освенцима все-таки, да, я как раз далек от того, чтобы их идеализировать, поэтому... Первый раз в Украине ты оказался в 2004 году. Нет, я как раз наблюдал издалека, у нас ездил Панюшкин, ездила Таратута, а я как раз сидел и злопыхал от того, что Березовский и американцы делают оранжевую революцию. Ты так считал? Да, и Березовский участвовал, какие-то западные круги участвовали, и местные олигархи участвовали, но как бы это жизнь.
Но в 2014 году ты, в общем, приветствовал аннексию Крыма. Я был в Крыму и, безусловно, признавая, что это аннексия, нарушение международного права и так далее, и так далее. Я видел людей, которые, собственно, были счастливы и торжествовали по этому поводу, ждали этого 30 лет. Я разделяю Крым и Севастополь, видел, что людей в Севастополе сами крымчане, они чуть более равнодушные люди, но, тем не менее, да, у них, понятно, в центре их вселенной сезон. И, в принципе, консенсус по поводу того, что туристы из России – это более какой-то выгодный сезон, чем то, что есть теперь, тоже был тогда, прямо скажем. И видел захват Крыма, да, когда и военные украинские там, на моих глазах, в том числе, переходили на сторону не России, на сторону народа Крыма это называлось. Пресловутые вежливые люди блокировали украинские воинские части, но украинские воинские части не пытались сопротивляться. И было ощущение, кстати говоря, какого-то договорника, что ли, причем и с Киевом, с новой властью, и с Западом, потому что никто вообще не сопротивляется и не сильно протестует. Я не знаю, как бы этот разговор был бы у нас там, через годик, допустим, когда Трамп перекупит, переманит Гренландию, границы государственные, да, никогда не казались мне какой-то абсолютно незабываемой ценностью все-таки. Да? Конечно. А те границы соседней квартиры казались? А зачем этот переход на какие-то неправильные параллели, если у нас есть конкретный опыт 91 года, когда и в Советском Союзе оказалось, да, что он разделяется, да, на разные страны, и ничего, и Югославия с войной. Разделяется кроваво до сих пор на разные страны. Ты знаешь, опять же, я согласен с тобой, да, и когда вот это, опять же, довольно гадкий москвоцентризм и имперство, бескровно распался Советский Союз. Извините, там десяток войн был, конечно же, но он распался, да, как бы есть факт. Если бы кто-то сказал, а давайте кроваво воевать за то, чтобы его удержать, да, в 91 году, даже никто не пытался говорить об этом. Люди вообще-то проголосовали за сохранение Советского Союза. Да. И это было уже дальнейшее решение Ельцина, наверное. Ельцина, конечно, Кравчука, Шухевича. Да, и все вот эти вот соглашения. И при этом, когда уже года спустя библиотека Джорджа Буша-старшего опубликовала записи переговоров, да, телефонных, и Ельцина, и Кравчука, и Горбачева, как раз тоже меня поразило, во-первых, я знал, что Горбачев дрался за Союз, поразила риторика Ельцина, где он все валит на украинцев, Украина отделяется, понимаете, говорит он, без нее мы, Россия, окажемся одни вот в этом полуисламском государстве. Население мусульманское будет превышать русское население. Как же так? Невозможно, говорит Борис Николаевич. Также, что впечатляет, завышенная мемуаристами роль Кравчука, потому что разговор с ним ровно о том, как трактовать, да, решение украинцев, тех же, которые голосовали за Союз весной. В декабре они проголосовали те же украинцы, да, точно так же дружно за независимость. И как трактовать? Горбачев говорит, в США тоже каждый штат формально независимое государство. Нет проблемы. Да, Украина независимая, но она в новом Союзе. И в итоге Ельцин передавливает. Поэтому, да, Советский Союз объективно под грузом внутренних противоречий не мог не распасться, но по факту он не распался сам, а его конкретно сломали трое номенклатурщиков в Беловежской пуще. 2014 год. Ты находишься в Севастополе, Крым аннексирован. Угу. И ты, в общем, и как журналист, и как человек это приветствуешь. Я ехал из Женевы в Симферополь, и как раз вот в момент, когда я должен был пересаживаться на самолет из Киева в Симферополь, аэропорт захватили вежливые люди. Я в итоге ехал на маршрутке из Киева в Крым с 1,5 десятками украинцев европейских. Очень, опять же, интересный типаж, которого в России нет. На бытовом уровне, да, украинцы гораздо более интегрированы в западную жизнь в плане того, что там кто-то на стройке работал, кто-то учился как студент, кто-то моряк и так далее. То есть как раз вот в России все-таки такого нет. Люди в Москву едут на заработки, да? Не в Рим, не в Лондон. Ты тоже с этими людьми провел интересное время и ехал писать о том, как пророссийский порыв местных жителей будет слит Москвой, да, и подавлен Киевом. Вот Ты так думал? Да. В итоге увидел наоборот. Мы понимаем, да, что Федеральное собрание, обе его палаты, это фиктивный, да, орган при администрации президента. А люди другой политической культуры, воспитанные Верховной Радой, где как бы хоть и балаган, но решения принимаются в ней, да, принимались, по крайней мере, тогда. Я там в каком-то баре смотрел трансляцию Совета Федерации, где Николай Иванович Рыжков говорил, бандеровцы, мочить и так далее, голосование за использование войск российских за пределами России, имелось в виду Украина. И люди вот реально там полный этот бар с большим телевизором замерли, да, тишина такая, нервное голосование. Как же проголосует Совет Федерации за
и выдохнули, и выходят на улицу, а все выходят на улицу в Севастополе из домов, и вот колонна бесконечно идет к площади Нахимова, и это, извини, вот тоже впечатление на всю жизнь, и свой текст об этом, опубликованный на националистическом ресурсе «Спутник и погром», я там недословно, но закончил такими словами, что вот да, эти люди шли, они были счастливы, у них одновременно там Новый год, Пасха, День Победы, все такое. Потом наверняка они об этом пожалеют, но это будет потом, сегодня у них праздник. Думал ли ты, что вслед за Крымом будет Донбасс? Скорее да, но уже по-другому, потому что к Донбассу я как раз относился не как к Украине, и, конечно, не как к России, а как к вотчине конкретных олигархов, прежде всего Рената Ахметова. Приезжал Яценюк при мне в Донецке, я был в Донецке, который разговаривал там с местной элитой, причем в диапазоне от советского министра Ефима Звегильского до как раз Ахметова и Колесникова, там, Януковичевского друга. И было видно, да, что для Ахметова люди, которые... реально там не было российских военных, и самые параноики говорят, что с самого начала создания ДНР это была там какая-то игра Суркова, Путина, там какие-то местные фрики, да, там организация Донецкая республика, и было уже 10 лет к тому времени. Ахметов, понятно, он хотел, да, с помощью контролируемой, как ему казалось, этой народной стихии, пародии на Майдан, торговаться с новой киевской властью, доказывая, что только я могу это контролировать. Подожди, но все люди, которые жили в Донецке, в Луганске, в сопредельных к ним городах и селах, говорят о том, что примерно начиная с 2013 года, а может быть даже чуть раньше, по телевизору стали транслироваться пропагандистские сюжеты. По телевидению донецкому. Да. Ну. И вся тема с Россией, с сепаратизмом и так далее стала раскачиваться. Наверняка. Мы помним в 2004 году, когда Ющенко уже победил, ну, в смысле, третий тур, да, голосования, был в Северодонецке съезд народных депутатов Востока Украины, который, как предполагалось, объявит о независимости как раз тоже тех же краев. И вот представление как раз, да, об этих регионах как о вотчине нескольких конкретных полубандитов, полуолигархов, ну, извини, у меня оно и сейчас остается, потому что таковые они и были, конечно же. В чем субъектность Донбасса? В том, что там большие деньги и люди, которые этими деньгами владеют, более того, там, кровью даже чужой, да, там, в рамках криминальных каких-то сюжетов, да, они доказали свое право на владение этим регионом и этими деньгами, а потом оказалось, что на каждого олигарха найдется, да, какое-нибудь российское воинское подразделение. Ну, как бы то ни было, все равно это все было в рамках другой страны. Да, Украины, конечно, да? конечно. А дальше приходят люди, которые, допустим, без опознавательных знаков. Если об этом как-то предметно говорить, какого прямо не месяца, числа эти люди приходят. Потому что вот я улетал из Донецка, и мне пришла из Москвы смс-ка, если там можешь, приезжай в город Славянск, да, там будут события возле УВД. Речь шла о захвате УВД отрядом Игоря Стрелкова. Вот что хочешь со мной делай. Я до сих пор отношусь к рейду Стрелкова в Славянск, захвату в начале УВД, а потом всего города, как к его авантюре конкретно, не по инициативе Владимира Путина, не в рамках исполнения приказа. Я Стрелкова видел в Крыму, он был там привезенный Бородаем, который был там пиарщиком, советником вот этого Аксенова. Бородай ходил без охраны, Стрелков с охраной. И Стрелков тоже на моих глазах вел переговоры с украинскими военными. Это тоже впечатляло, потому что я видел, как разговаривают с ними российские военные из штаба Черноморского флота. Вот буквально: эй, ты хохол, все, закончилась твоя Украина, типа, сейчас сдавайся, переходи на нашу сторону, если повезет, будешь на Северном флоте служить. И Игорь Стрелков, который голосом выпускника РГГУ говорит: товарищи офицеры, значит, мы там родились в одной стране, закончили одни училища, так получилось, там Горбачев, Ельцин погубили страну, но вот сейчас вы видите, в Киеве рухнула власть, рухнула государственность, Украина действительно как бы на грани всего этого, поэтому вот у вас есть сейчас исторический шанс вернуться. Поэтому адмирал, которого только назначил Турчинов, да, командовать украинскими ВМФ, через сутки приходит к Аксенову, говорит: я готов служить России, адмирал Березовский. И это было на моих глазах, я это снимал на iPad. До этого никто не верил, до моего ролика. Это было там. А потом, судя по тому, что мы знаем о Стрелкове, как о человеке скандальном, вздорном, в миллион раз более конфликтном, чем даже я, он не ужился с командой Аксенова, при которой он болтался там, и ушел в Донецк, имея какие-то свои там полуреконструкторские, полушизовые, полукакие, и захватил это УВД. Подожди, любое оружие стоит денег, и вообще-то им нужно достать. У них уже было оружие в Крыму, как у отряда ополченцев. Так любым ополченцам нужно платить деньги, покупать продовольствие, иметь какие-то карты продвижения. У них были бронемашины. Малафеев. А Малафеев, он с неба упал?
Нет, он, безусловно, какой-то околовластный олигарх. Причем вот около какой властной, я так и не понимаю, потому что потом фигурой кремлевской, которая ассоциируется с этими краями, с этими кругами, стал Сурков, по-моему, до лета 2014 года кремлевским куратором протестов, скажем так. Я до сих пор думаю, что изначальная идея была все-таки, там, условно говоря, там, нестабильность на востоке Украины, там, хаос, да, посеять, а не аннексировать. Просто вот если у вас Майдан, вот пускай у вас будет Майдан в Харькове, и что вы с ним сделаете, да? Вот был Глазьев, мне кажется, главный. Сергей Глазьев, наш экономист, да, великий. Малафеев вот где-то вот около Глазьевски. Более того, тогда же я слышал, что Малафеев заодно и правый сектор финансирует, и поскольку организация загадочная в плане того, что она гораздо больше значения имела для российской пропаганды, чем для украинской политики, я легко допускаю, что так оно и было, потому что никакого другого смысла в том, что называется правый сектор, в том, что называется Ярош, не было. Легко допускаю, что будучи, опять же, вот этим ополченцем, да, естественно, на деньги Малафеева, да, Стрелков в рамках какой-то вот... Но я сделаю, да, и что будет после этого? Мог самостоятельно уйти в Славянск. Потом, когда он был так называемым министром обороны ДНР, все там в диапазоне от военкора Стешина до того же Бородая говорили, что пока Стрелков в Донецке, не будет никакой помощи из Москвы, а помощь, конечно, нужна. И в итоге, по сути, это было условие. Он уехал в Москву, и начался тот самый военторг, который потом обернулся Иловайскими и прочими котлами. Человек, которого шантажом выдавливают из Донецка в Москву, это похож на выполняющего приказ? Нет, я думаю, как раз это вот та фигура такая авантюрная, которая свою роль сыграла. Но, тем не менее, как и чеченская война, когда, если ты помнишь, осенью 1994 года в Чечне попали в засаду неопознанные российские военные. Кто? Персонально. Это тоже дико интересный момент. Да? Начальник московского ФСБ Савастьянов, которого через месяц снимут за конфликт с службой безопасности президента. Демократ первой волны, как бы, который, да, вот, курировал эту операцию. Да, помню, конечно. И... Точно так же войска, которые были пойманы украинцами в Зеркальном. Да, конечно, конечно. Про которых Путин сказал, что они заблудились. Да, и Александров Ерофеев. Да, то есть все-таки это были российские военные. Конечно, еще раз тут конкретно... И они заблудились на территории чужой страны. Ты меня как будто агитируешь. Я тебя не агитирую. О псковских десантниках написал буквально первый до Шлосберга, хоть и за какие-то часы. Я также помню, что свою статью, август 2014 года, я начал с того, что украинец меня сейчас не поймет, в их картине мира российские войска воюют, как бы там, начиная чуть ли не с самого Майдана. Но все-таки полномасштабное участие российских вооруженных сил в конфликте на востоке Украины – это лето 2014 года. Это, очевидно, сбитие Боинга, потому что фраза Стрелкова «ополчение Боинг не сбивало» вполне очевидно. Ополчение не сбивало, сбивали регулярные российские ПВОшники. И те войска, которые брали украинцев в котлы, конечно, были российские войска, и псковские десантники в том числе. Твое отношение к захвату Донбасса такое же, как и к аннексии Крыма? Нет, если там я в чем-то не прав или там как-то занимаюсь пропагандой этого самого ДНР, а кто в те годы так часто, так подробно и более правильно, чем я об этом писал? Стандартный московский либеральный комментатор игнорировал украинскую тему, и в этом тоже на самом деле есть элемент соучастия в беде, потому что если бы люди, которые просрали 10 лет, участвуя в умных голосованиях, разоблачая Медведева, Чайку. Это ты на ФБК сейчас намекаешь? Ну, что такое ФБК? Там 10 человек. Массовые их сторонники. Вот человек просыпается и думает: боже, я ненавижу Путина, что мне делать? Пойду умно голосовать. Если бы он просыпался и думал: ненавижу Путина и Кощеева и его яйцо на востоке Украины, все могло быть иначе. И то, что консенсуса на этот счет не было, и то, что украинская тема была монополизирована пропагандой, элемент вины, да, коллективного дождя, даже не говоря о ФБК, да, конечно, есть. Где вы были 8 лет, блин, дословно? Подожди, был Немцов, который готовил доклад по Украине. Ты знаешь, кто перед тобой? Один из 5 соавторов этого доклада. И ты вместе с Яшиным его дописывал? Вместе с Яшиным его дописывал. Я не знала этого. Вот никто не знает, потому что не укладывается в образ. Да? Не укладывается. Вот именно. Я, Катя Винокурова, Айдар Муждабаев и Алексашенко. А почему Яшин об этом не говорит? Спроси. А у вас сейчас там с ним какие отношения? Я его звал к себе на стрим, и
он как бы отказался. Я понимаю, что он не может прийти, поскольку, насколько я понимаю, он сейчас работает вот в этой структуре около Госдеповской. Но, если честно, я специально, там, получив отказ, второй репликой, первый, ну, привет, приходи, не приду, я специально затянул разговор, на самом деле провоцируя буквально какой-то конфликт, чтобы посраться и посраться. Надо дать ему должное, там, в 10 репликах он деликатно отказался, и я прямо восхитился его выдержкой. Не посрался? Нет. Жалеешь? Да нет, мы же, опять же, там в былые годы и дружили, и на первый съезд наших еще предварительно вместе пробрались. Поэтому, да, это вот, опять же, длинная жизнь, которая такая должна быть, наверное. Потому что люди, у которых все линейно, как по рельсам, ну, что с ними, о чем с ними говорить? Не было бы 2014-го, был бы 22-й? Не было бы, конечно, ну, очевидно. Но, вот опять же, кто мне докажет, что нельзя было остановиться на Крыме, который объективно народ хотел в состав России, и более того, его аннексия, каким бы нарушением международного права ни было, катастрофу не создала ни для кого. Санкции оказались несмертельные, более того, помогли развиться сельскому хозяйству, и чемпионату мира по футболу не помешали, и вообще процветанию тогдашней России, да, ее похорошению, начиная с Москвы. Аннексировали Крым, но и нормально живем. Какие-то там, опять же, украинцы ворчат, но, как говорится, спросите крымчан, в конце концов. Крым – это такой отдельный разговор. И вот я повторяю, а кто сказал, что там, окей, в 2018 году, да, Алексей Навальный, ему удается собрать подписи, чтобы пойти на выборы президента, его зачем допускают, как допустили на выборы мэра, и он побеждает и делается президентом России. И что? Он отдает Крым Украине, говорит гражданам Российской Федерации с новыми паспортами, которые там живут: простите, чуваки, там, вы же сами со своей Украиной разбираетесь, я к вам не имею отношения. Нет, конечно. Он как-то иначе, с другой риторикой, другим поведением, может быть, там повторный референдум или какая-то материальная компенсация, но уверен, что любой, даже самый антипутинский политик, если бы он сменил Путина в период до 2022 года, он бы не смог отдать Крым. Но Алексей Навальный признавал ошибочность своей поддержки аннексии Крыма. В каком году? 22-го? После 22-го, да. Могу, опять же, там, для протокола сказать, я признаю ошибочность своей поддержки аннексии Крыма. Скажи. Я должен сказать, что я поддерживал аннексию Крыма, а я всегда называл ее аннексией, всегда называл нарушением международного права. А так считать Крым русским, да нормально до сих пор. Кому? Русскому. А, вот на чем... Подожди, расскажи мне ты тогда, если как бы все так просто. Окей, ты вернула Крым, я вернул Крым, и там он опять превращается в обычную Украину, где там постоянно что-то бурлит, ничего не изменилось. Но в целом, хорошо, а вот как решать проблемы там и с собственностью, приобретенной после 2014 года? Все сделки аннулированы, как говорит Подоляк, да? То есть начинается буквально кровавая борьба за собственность. Люди, которые проходят по категории коллаборационистов, чиновники, да, менты какие-нибудь, учителя гуманитарных дисциплин. Как их надо всех эвакуировать в Россию, наверное, в рамках какого-то благородства и ответственности. Никто за это не возьмется, никто не потянет. Да, эти люди, очевидно, обречены на какое-то трагическое прозябание. Меня всегда интересовало, почему, если российская власть так уверена в пророссийских настроениях граждан сопредельного государства, и она такая добрая, в России территорий довольно много, и земель, не заселенных никем, тоже довольно много. Предложите им всем русские паспорта. Я смотрю, опять же, я мало смотрю Ютуба, но вот из того, что я смотрю, 80% занимает старое телевидение. Недавно смотрел, опять же, Невзорова, где-то марта 91 года, он там уже воюет с Собчаком, и он рассказывает о том, что вот там мэрия Петербурга, да, Ленинграда еще ничего не делает, чтобы приготовиться к приему беженцев из Прибалтики, потому что из одной Эстонии к нам скоро приедет 1 миллион человек, которых эстонцы намерены выселять. И тут я уже не знаю, в какой мере тогда это звучало неадекватно. Сейчас думаешь, ну, черт его знает. В самом деле, вот на твоих глазах провинция, населенная наполовину местным этносом, наполовину приезжими россиянами, да, она отделяется, и что с ними будет? А черт его знает. И допустить, да, поток беженцев, тем более уже был поток беженцев из Закавказья, из Средней Азии, да легко на самом деле. Ельцин, да, вместо того, чтобы, там, не знаю, проводить ваучерную приватизацию, озаботился бы, да, заселением и поддержкой переселению в Россию людей из постсоветских стран, потому что реально и людей не хватает, и земли много, и в самом деле никто этим системно не занимался в те годы, когда это было так нужно, и люди ехали стихийно, к нам вот ехали много из Казахстана, Средней Азии, и тоже такое, наверное, первое соприкосновение с другим в моей жизни, когда вот русские или не русские, какие-то не другие, все равно черта знает. 22-й год чем для тебя стал? Точкой невозврата.
даже буквально невозврата из Великобритании, наверное, да, в том смысле, что вот мы говорили, что лицо российского государства – это какое-то омерзительное тупое насилие повседневное. Но потом случается чемпионат мира по футболу, потому что для меня это травма, да, когда вы все были там и были на Никольской, я был здесь и смотрел все это дело по телевизору. Вы все там не были. Ты не была? Нет. А где ты была? В Риге я была. Не знаю, у меня хранится фотоальбом фотографа Фельдмана, как раз где люди из разных стран счастливые, радостные. Сам фотограф Фельдман счастливый, радостный. И мне было грустно от того, что эта радость проходит мимо моей жизни. Поэтому я вдруг солидаризируюсь с тобой, что до 22 года, в принципе, я отдавал себе отчет, что моя личная история заставила меня уехать из России, но реальная жизнь там, и надеяться на какое-то улучшение, или там, не надеяться на него, даже примириться, там, условно, тут тоже негров линчуют, да, я мог. После 22 года я не представляю, вообще никак не представляю, как можно примириться и существовать с российским государством. Поэтому даже точка невозврата в таком духе. Путин просто пытается отменить национальную историю. Причем во всех смыслах, включая даже тот антиордынский выбор, который Дмитрий Донской когда-то сделал, потому что мы понимаем, да, в какой мере, опять же, по мере своего погрязания в украинской войне, в какой мере Россия делается сателлитом Китая уже окончательно. А это действительно цивилизационный выбор, отмена того, что Петр сделал. Это кошмар. Какова, на твой взгляд, роль пропаганды? И вот тут, наверное, уже придется объединить там и прокремлевские СМИ, и телевидение, про которое ты в одном из интервью сказал, что в России Эрнстом и Добродеевым было построено лучшее телевидение в мире, что меня поразило. Технически, да. В смысле, картинка красивая? Да. Какова роль вот этих вот около СМИ и СМИ в том, что стал возможен и 2014 год, такой, в общем, молчаливый при всеобщем каком-то зажмуривании, ведь так все похорошело, и в конечном итоге 22 год. Без такого массированного пропагандистского. А вот почему ты как раз вот и сказала, я объединю, и ничего не объединяешь. Почему СМИ, почему не московская интеллигенция, которая работала в «Стрелке», в «Яндексе», в «Гоголь-центре», там какие еще есть знаковые институции вот этой межвоенной Москвы, похорошевшей, да, которая уже имела за своей спиной 2014 год и репрессии, уже такие системные репрессии, там дело сети, допустим. Ты, да, ходишь на работу в какое-то около госучреждение, там в Сбер свой, да, и не видишь проблемы. Говоря о коллективной ответственности, не будем вот так расширять ее на 140 миллионов, вот там бабушка в Улан-Удэ не виновата, но бабушка в Улан-Удэ не виновата, а мальчик в Яндексе виноват. А ты? Я виноват в какой-то мере. Ты в чем? Да вот буквально в компромиссности, да, умом понимаю, что правильнее говорить как ты, нет, недопустимо и так далее, но сердцем, извини, не могу сказать, что Крым украинский до сих пор. Но при этом ты, например, говоришь, что существование Первого канала оправдывает потрясающую церемонию открытия Олимпиады. Ну, уже не оправдывает. Я думаю, Эрнст сам это понимает, да, что стало с Первым каналом. Я думаю, для него это жизненная трагедия. Окей, я также не думаю, но что он не выглядит человеком, у которого нуждается трагедия. в нашей жалости. А как должны выглядеть люди, у которых трагедия? Как те, которые покидают свой пост? Как, не знаю, как Максим Горький в 1936 году, да, ну вот буревестник был сломлен. Я думаю, Эрнст сломленный человек. Ты общаешься с ним? Общался и давно нет. А когда нет? О чем-то списывались уже во время войны, если честно. Ну, в смысле, о чем-то отвлеченном. И он производил впечатление человека, у которого трагедия? Нет, как раз когда там ты видишь какие-то и проекты Первого канала, его выступления, о том, что голограммы советских актеров будут играть в каком-то новом фильме, ты понимаешь, что... Он тоже понимает, что это за некрофилия какая-то. Что может быть условием твоего возвращения в Россию? Да, слушай, я кто такой, чтобы ставить условия? Нет, для себя внутреннее. Закрытие уголовного дела, во-первых, которое у меня сейчас есть. Посадка Турчака, падение режима Путина. На самом деле, бывают моменты, и у меня были моменты, там, условно говоря, когда протесты в Калининграде, я понимаю, что я не могу не быть в Калининграде и лечу участвовать в этих митингах. Легко допускаю момент, когда я... там пойму, что я обязан быть в Москве. Но когда этот момент случится, там условный август 91 года, да, когда ты хватаешь виолончель, да, и летишь. А ты будешь там нужен, если случится? Такие вещи чувствуются, да. В Крым же я полетел. Был ли я нужен в Крыму? Да, наверное, нет. Но мне было важно там присутствовать. И в итоге то, что я видел своими глазами, наверное,
Если бы не видел, наверное, мог бы заодно с тобой говорить: нет, ну как же, там границы, международное право, а вторгнуться в твою квартиру. Не имеет это значения? Квартира и право? Более того, международное право как раз Израиль показал. Да, хорошо, когда судьба преподносит какие-то вот примеры для тупых, да, потому что ну вот там ордер Гаагского суда на арест Путина. Все таки вау, наконец-то военный преступник Путин, возьмут его за горло. Да. Потом такой же ордер на Нетаньяху. И немножко все те же люди, которые радовались этому самому, понимают, что, наверное, какая-то такая, скорее, пропагандистская фитюлька. А дом твой где? Дом в Лондоне, конечно. И признаки дома последним оказалась кошка, которая пришла сама. То есть я не знаю откуда. То есть у меня теория, что какая-нибудь бабушка умерла. Кошке было, по оценке ветеринара, год. Она дико воспитанная. Там туалет, переноска. Просто поведение в доме, там мебель не царапать. Вот со всем этим пришла и просто, ну, уверенно сказала, что будет здесь жить. И вот это, наверное, уже окончательный признак дома. То есть ты больше отсюда никуда? Да нет, ну зарекаться не надо, но слабо представляю себе. Вот такой путь из Калининграда сюда через Москву, и Москва оказалась Балагим, промежуточный пункт. Мы почти сегодня везде с тобой говорим о том, о чем ты жалеешь, а чем ты гордишься. Ребенком. Так. Вот книги 2 вышли в последний год. Надеюсь, будет больше. И действительно ими горжусь. Хотел бы их как-то более широко распространить. Но и имеющегося достаточно, потому что, когда я вижу свою книгу на первом месте в топе продаж сайта «Эхо», где она конкурирует с какими-то кумирами аудитории, я радуюсь. Не, ну, на самом деле, я действительно написал какое-то количество хороших текстов в жизни. 2 участвовал в международных парусных регатах, в том числе, где наш парусник Розенштерн побеждал, и я чувствовал свою часть, долю в этой победе. Ну, и, не знаю, достаточно. Чем еще нужно гордиться? Не знаю. Тем, что я русский. Что принадлежу к той же культуре, что Чайковский, Достоевский и Казимир Малевич. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Ну, милосердие, конечно. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Правда. Родина или истина. Истина. Что будет дальше? Ничего хорошего по заголовку моей книги не будет, но и катастрофы не будет. Вот как есть, так и есть. Да, что называется, тяжело, но справляемся.